Что такое Сабантуй без игр и соревнований? Даже трудно представить. С самых незапамятных времен на Сабантуе проходят состязания в силе и ловкости. Еще ранее молодые люди демонстрировали свои достижения в военном деле – стрельбе из лука, борьбе, поднятии тяжести. Также в игровую культуру Сабантуя входят игры из бытовой жизни, где в основном принимали участие девушки и дети. Хотя во времена Волжской Булгарии существовала игра, при которой молодой человек должен был догнать девушку, несущуюся на быстром коне. Сейчас без специальной подготовки такая игра может быть опасной, но, думаю, зрелище было невероятно красивым. Сегодня мы хотим вам рассказать о самых интересных играх Сабантуя, в которых и взрослые, и дети принимают активное участие. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Для самых маленьких ребят подарки в воздухе висят. Скорей повязку надевай и лучший приз себе срезай. А еще на Сабантуе всегда звучит детский смех. Hey, Харшала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Харшала Сабантуйны, Харшала Сабантуйны. Сабантуй. Made in Tatarstan. В программе Сабантуя есть игры, требующие ловкость и чутье. Сегодня, когда повсеместно отменены Сабантуя, народный праздник проходит в каждом доме. Все, кто сегодня в деревнях, на даче, играют с родными в любимые игры, потому что Сабантуй в душе каждого из нас. В рамках Сабантуй онлайн мы запустили челлендж «Сабантуй дома». В течение 2 недель мы получали видеоролики с разных уголков мира. И сегодня мы можем их посмотреть. Играйте вместе с нами. Поехали! Этот мир, он такой один. Только лучшее кино, только реальные истории. Это, пожалуй, лучший телеканал в мире. Татарскарф – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин. Приветствуем всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татарскарф по промокоду Сабантуй до 15 июля. Игра «Чулмек Вату», в которой необходимо с завязанными глазами найти горшок и ударом длинной палки разбить его. В этой игре принимает участие в основном молодежь, хотя было замечено, что и взрослые иногда не отстают от молодежи. Давайте посмотрим, как об этой игре рассказывает Татмультфильм. Далее ролики участников челленджа. Татармультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Глаза завязаны платком, и этот конкурс всем знаком. Тут правила совсем просты, разбей горшок и лучший ты. А еще на Сабантуе вы можете услышать нежные звуки курая. Hey, Харшала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Made in Tatarstan.
Бой мешками с сеном, сидя на вращающемся бревне, в котором необходимо выбить противника из седла. Игра с давней традицией, которая требует силы, ловкости и смелости. Обычно доставляет зрителям много смеха и веселья. А рискнули бы вы со своими родственниками сыграть в эту игру? Наши участники рискнули. Скажу сразу, все остались живы. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. Соломой мы набьем мешки, они, поверьте, нелегки. Ты сбей соперника с бревна, не сила, ловкость здесь важна. А лучшему батыру на сабантуе дарят вышитое полотенце. Hey, harşala sabantuyunu, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı verem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala sabantuyunu, harşala sabantuyunu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн-Сабантуя 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт — это #МСК. Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм. Топчик Белен Секирю. Прыжки в мешках. Игра с препятствиями. И первое препятствие – нахождение в мешке. А далее необходимо быстрее соперника добежать до финиша. Игра уходит своими корнями в незапамятные времена. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. Вот скачут на перегонки, по полю быстрые мешки. Давай быстрей, давай вперед, ведь там тебя победа ждет. А еще Татарстан славится своими ювелирными изделиями. Hey, harşala sabantuyunu, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı verem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala sabantuyunu, harşala sabantuyunu. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Внимание! Время раскрыть затею самой главной забавы Сабантуя. В ней самые сильные, ловкие и смелые соревнуются в скорости взбирания на столб. А на самой макушке этого высочайшего, гладкого, раскачивающегося столба находится заветный приз. В былые времена это мог быть настоящий петух, кожаные сапоги, платок, расшитый самой красивой девушкой в деревне. Даже сейчас мало кто становится обладателем этого труднодоступного приза. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Среди поляны столб стоит, он у батыров знаменит. Наверх скорее залезай и все подарки забирай. А также на Сабантуе много веселой и очень задорной музыки. Hey, Horshella Sabantuy'nu Eyde oynayırlar Hey, hey, hey Bir fırınğı veren bir bu Bir eyde jırlar Hey Horshella Sabantuy'nu Horshella Sabantuy'nu Сабантуй! Made in Tatarstan. Исамысыз, Кадырледуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. В аулах Памира и Тяньшаня, в Чумах на берегу моря Лаптевых, в охотничьих домиках Беловежской пущи, в юртах казахстанской степи, на виноградниках Молдовы, на стоянках военно-грузинской дороги и на нефтяных платформах Каспия, в небоскребах Московского Сити и даже в президентских дворцах. Каждое воскресенье вместе интересно. Хаумахыгыз. На башкирском языке это означает «здравствуйте». Исеннесес. Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. И есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. Ни одно празднование Сабантуя с самого появления этого праздника не проходит без соревнований на полотенцах «Кряж». Определение батыра в национальной борьбе – гвоздь праздника Сабантуй. Борцам требуется много сил, хитрости и ловкости. Состязание проходит по строгим правилам. Соперник должен висеть на твоем кушаке в воздухе, а затем оказаться на лопатках. Судят борьбу самые многоопытные и уважаемые мужчины. Они строго смотрят за борцами, не было ли запрещенных приемов, ведь на Майдане нет места малой несправедливости. Джигиту, ставшему батыром на Сабантуе, честь и слава. Издавна было принято награждать батыра крупным бараном. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Батыры вышли на ковер, и между ними будет спор, кому достанется баран. Борьба не шуточная там.
А лучший подарок на Сабантуе – тюбетейка. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırınğı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. На Сабантуе есть бараны, им гордится Татарстан. Ему простят любой каприз, ведь это самый главный приз. А еще на Сабантуе можно любоваться прекрасным татарским орнаментом. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırınğı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Узбек с коромыслом Кьенте Белян Вигорю. Шуточное соревнование, но в нем заложен огромный смысл. Так как ведра не пусты, а до краев наполнены водой, молодые девушки и невесты на выдане соревнуются в аккуратности. Тем самым определяется самая аккуратная девушка деревни. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. На коромысле 2 ведра кричат все зрители: ура! Старайся воду не пролить, в соревновании победить. А еще на Сабантуе много зажигательных танцев. Hey, Harşala Sabantuy'nu Eyde oyna jırla Bir fırınğı veren bir bu Bir eyde jırla Harşala Sabantuy'nu Harşala Sabantuy'nu Сабантуй! Made in Tatarstan. Салям, Казань! Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. Рада вас видеть в мусульманском магазине оригинальных татарских подарков «Салават». У нас вы можете купить товары для намаза, коврики, тюбетейки, подарочные наборы с Кораном, Кораны на татарском, узбекском, арабском языках, электронный цифровой ручка Коран, а также множество ковриков для намаза. Посетите наш чудесный сайт, ведь до конца августа вас ожидает скидка минус 10% по промокоду Сабантуй 2020. А еще на Сабантуе представлены командные игры. Самое любимое из них – перетягивание каната. Правила просты. Необходимо собрать команду единомышленников, настроиться на победу и проявить не только силу, но и смекалку. Исход игры зависит от командной работы. Мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. А вот натянутый канат, и 2 команды из ребят ждет победителей успех, в награду им веселый смех. А также на Сабантуе просто обожают пить горячий вкусный чай. Hey, Harşala Sabantuy'nu Eyde oyna jırla Bir fırınğı veren bir bu Bir eyde jırla Harşala Sabantuy'nu Harşala Sabantuy'nu Сабантуй! Made in Tatarstan.
Веселое состязание, поиск монеты в плошке с катыком. Судья завязывает игроку глаза, предлагает убрать руки за спину, и по сигналу судьи игрок наклоняется над тарелкой, ныряет лицом в катык и пытается губами достать монету. На все на это у него есть строго отведенное время. А еще особенно любимая детьми забава – бег с яйцом в ложке. При этом ложку необходимо держать во рту. Уверен, многие из вас принимали участие в подобной игре. Все эти игры носят развлекательный характер, но также они развивают ловкость и внимание. Татар мультфильм. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. На дне монету ты найди, соперника попереди, поддержим молодость, всегда кисломолочная среда. А также на Сабантуе пекут румяные эчпычмаки. Hey, паршала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Паршала Сабантуйны, паршала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. Быстро на перегонки, мальчики и девочки, ложки ты их сохрани, да беги не урони. Само слово «сабантуй» означает «праздник плуга». Hey, паршала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Паршала Сабантуйны, паршала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. Схватили палку с двух сторон, вперед наклон, назад наклон. Кто перетянет, победит, кто упадет, тот будет бит. А еще говорят, дождь на Сабантуй – хорошая примета. Hey, паршала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Паршала Сабантуйны, паршала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Приветствуем сегодня всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года и дарим каждому гостю скидку 10% до конца августа 2020 года на все услуги Никах-центра по промокоду Сабантуй. Никах-центр – это уникальное пространство, где любая пара может получить качественное сопровождение и консультацию по вопросам организации самого главного – торжества их жизни. Поэтому, если вы задумались о создании семьи или у вас намечается праздничное торжество и вам нужен роскошный наряд, то мы приглашаем вас в наш Никах-центр. Издавна на Сабантуях состязались в поднятии тяжести камней. Состязания по поднятию камней сохранились и поныне. Соревнующиеся должны поднять тяжесть весом 25-30 килограммов одной рукой. Правила состязания просты и общедоступны. Каждый участник обеими руками поднимает камень и аккуратно укладывает на поднятую к плечу правую ладонь и поднимает камень. Сегодня в соревнованиях используются гири и штанги. К турниру раньше допускались лишь мужчины от 25 лет. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Руками крепче ухватись, своей сноровки убедись. Поднимет гирю лишь силач, неважно, врач или скрипач. А еще на Сабантуе поют веселые песни. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Издревле культура татар и башкир была связана с лошадьми. Зачастую татарские и башкирские дети, еще не умея хорошо ходить, уже умели хорошо держаться в седле, а потому из татар и башкир выходили самые отменные наездники. В былые времена лошади были фирменным знаком башкирского и татарского народов, а потому ни один Сабантуй не обходится без лошадей. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Вот конь наш самый верный друг, он пашет землю, тянет плуг, а здесь ему большой поклон, он и на скачках чемпион. А победителям на Сабантуе девушки дарят цветы. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Из-под колес земля летит, телега радостно скрипит. Возничий в гонке выиграть рад, минуя тысячи преград. А еще на Сабантуй парни обувают новые сапоги. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Праздничные состязания начинали со скачек. Разные конные игры были широко распространены у всех кочевых народов. В перерывах между кочевками они отбирали лучших лошадей и устраивали состязания в быстроте и ловкости. Это не только помогало выявить наиболее выносливых и сильных животных, но и было хорошей тренировкой для всадников. Невозможно представить себе жизнь кочевников без лошади. Лошадь была ближайшим помощником, кормильцем человека. А во время битвы хороший конь мог спасти ему жизнь. Наши предки считали, что божества, так же как и люди, ездят верхом на лошадях. Поэтому и самих лошадей тоже считали священными животными. Подготовка коней к предстоящим скачкам начиналась так называемым разогревом от ояга коздару. Как только таял снег и подсыхали дороги, по вечерам юноши выезжали верхом на конях и устраивали подобие скачек. Это продолжалось несколько дней. Таким образом, они тренировали коней, готовили к главным соревнованиям. В мире есть вещи, которые мы понимаем с полуслова, с полувзгляда, с полужеста. Общие чувства, общий выбор, общая любовь. Мы вместе. Телеканал «Мир». В больших городах проведение скачек не всегда возможно. В 2019 году организаторы Сабантуя в музее-заповеднике Коломенское нашли альтернативное решение. Давайте посмотрим.
университета имени Кулиева. Правоохранительница дала дизайнер современной национальной одежды Алсу Маликова. Яркость алкошлар, бурные овации, аплодисменты. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Телега в бантах и цветах, и все вокруг сказали ах, коня исполнятся мечты, ведь это конкурс красоты. А на Майдан участники Сабантуя приезжают на наряженных телегах. Эй, Харшала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бит бұрынғы бәйрәм бит бу, бей әйдә жырла. Харшала Сабантуйны, Харшала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Мы благодарим всех участников челленджа рубрики «Сабантуй дома». Самый неординарный ролик будет отмечен на площадке онлайн Сабантуй, которая проходит в прямом эфире прямо сейчас. А пока давайте вспомним, как проходил игровой Сабантуй в Москве в былые годы. Вспомним, как это было. This
уважаемые гости нашего онлайн-сабантуя 2020 года. Меня зовут Лиса, и я представляю натуральную косметику ручной работы Халяль Косметикс. Все наши продукты сертифицированы, а также имеется сертификат Халяль. Это означает, что вся продукция производится по требованиям и канонам шариата. Более подробно и со всем ассортиментом Халяль Косметикс вы можете ознакомиться в моем инстаграм-профиле Натурель Косметикс. Сабантуй – народный праздник, где умельцы соревнуются в ловкости и скорости, демонстрируют боевые и военные искусства. Камиль Искандерович Самигуллин – мусульманский религиозный деятель, муфти Казани, самый молодой муфти Татарстана, тоже принял участие в нашем онлайн-сабантуе. Он продемонстрирует технику нанесения рубящих и оборонительных ударов в нескольких направлениях и плоскостях татарской сабли. Вот что значит сила духа. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сегодня мы захотели познакомить вас с татарской саблей, владению ей. Мы часто слышим и знаем из древних сказок, историй слово «батыр», что означает «богатырь», но перед нами нет образа, что он надевал, какая у него была одежда. Если завтра нам сказать, чтобы мы все собрались и надели татарский национальный костюм, то перед нами становится образ сразу же какого-то певца, артиста, танцора. А где костюм татарского воина? Есть понятие батыр, есть понятие татарская сабля, значит, было искусство владения именно татарской саблей. Сегодня мы об этом с вами поговорим, для чего это нужно. И, иншаллах, на следующих встречах мы расскажем вам о владении зихгиром. Зихгир – это название кольца, которое одевалось на большой палец, баш-бармак. И благодаря ему стреляли из лука. Это была такая древнетюркская татарская система, с которой мы тоже вас, иншаллах, в последующем познакомим. Татарская сабля, ордынка, чечуга – одно из немногих названий этого уникального оружия, имевшего восточное происхождение и получившее распространение в Центральной и Восточной Европе в 17-18 веках. Данный тип сабли относят к рубяще-режущему оружию, о чем свидетельствует геометрия, вес и баланс клинка. Из всех степных сабель это самая известная. Муфти Камиль Хазрат Самигуллин демонстрирует технику нанесения рубящих и оборонительных ударов в нескольких плоскостях и направлениях. Подобные упражнения не утратили свою актуальность и по сей день, несмотря на то, что современное оружие сильно изменилось и мы живем в мирное время. Не секрет, что воины древности отличались от современного человека своей силой, выносливостью и ловкостью. Воин постоянно должен был быть в форме как в прямом, так и переносном смысле. Он должен был не только носить доспехи, но и оставаться при этом мобильным и подвижным, а главное – искусно владеть клинком. Выполняя подобные упражнения, которые имитируют рубящие, режущие, защитные и колющие удары, мы активизируем и совершенствуем двигательную систему организма, развиваем силу сухожилий, увеличиваем продуктивную активность мозга и нервной системы. Специальные упражнения в рубке предметов на точность, скорость и силу также развивают зрительную систему мозга, проще говоря, глазомер. Во время выполнения данных упражнений задействованы почти все важные центры мозга, что, естественно, несет несомненную пользу для организма человека. В исторических источниках мы встречаем упоминания о татарском воинском искусстве парахаплан, методики которого во многом безвозвратно утеряны. Муфти Камиль Хазрат Самигуллин ставит целью воссоздания древней системы подготовки татарских воинов и адаптации ее наилучших методик к современной жизни. Для этого мы можем использовать как письменные источники, так и археологические объекты. Иными словами, если есть объект татарская сабля, то, несомненно, была и техника владения этим оружием, которую можно воссоздать, исходя из тактико-технических характеристик клинка, современных научных знаний и методов проектирования культуры движения.
Жениться надо в Сабантуй, свою невесту расцелуй. Ведь есть примета, из примет вы проживете много лет. А еще на Сабантуе любят встречать гостей. Hey, qarşıla Sabantuyni, eydə oyna jırla. Bit burunğu beyrəm bit bu, bir eydə jırla. Qarşıla Sabantuyni, qarşıla Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Смотри, наклонное бревно, какое скользкое оно. Держи баланс, шажок другой, ты не упал, ты наш герой. А еще на Сабантуе много вкусной еды. Hey, qarşıla Sabantuyni, eydə oyna jırla. Bit burunğu beyrəm bit bu, bir eydə jırla. Qarşıla Sabantuyni, qarşıla Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Узор татарский надо знать, чтоб полотенце вышивать. Вот самый лучший сувенир получит в дар его батыр. А еще на Сабантуе вам предложат самые вкусные в мире кыстыбы. Hey, qarşıla Sabantuyni, eydə oyna jırla. Bit burunğu beyrəm bit bu, bir eydə jırla. Qarşıla Sabantuyni, qarşıla Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Мы скачем на одной ноге, пытаясь не упасть в прыжке. Рукой соперника не дрожь, иначе приз ты не возьмешь. А еще на Сабантуй девушки надевают самые лучшие украшения. Hey, qarşıla Sabantuyni, eydə oyna jırla. Bit burunğu beyrəm bit bu, bir eydə jırla. Qarşıla Sabantuyni, qarşıla Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Призов решается судьба, рука в руке идет борьба. Кто первый сдался, проиграл и право сильного признал. А еще на Сабантуе можно попробовать губадию. Hey, qarşıla Sabantuyni, eydə oyna jırla. Bit burunğu beyrəm bit bu, bir eydə jırla. Qarşıla Sabantuyni, qarşıla Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Скорей команду собирай, на лыжи летом ты вставай. Пусть много ног и нет лыжни, должны мы выиграть, поднажми. А еще на Сабантуй принято приходить всей семьей. Hey, qarşıla Sabantuyni, eydə oyna jırla. Bit burunğu beyrəm bit bu, bir eydə jırla. Qarşıla Sabantuyni, qarşıla Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Пусть тачка это не метро, она устроена хитро. В ней тоже едет пассажир, ведет ее шофер Батыр. А еще на Сабантуе можно самому слепить горшок. Hey,
встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Поет мелодию пила, хотя работа тяжела. Кто больше всех напили дров, тот лучше всех к зиме готов. А еще на сабантуй играют на музыкальных инструментах. Hey, harşala sabantuyunu, eyde oynayırlar. Bir fırınğı veren bir bu, bir eyde jırlar. Harşala sabantuyunu, harşala sabantuyunu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Пускай перчатки велики, добычу сложим мы в мешки. Скорей картошку собирай, смотри, глаза не открывай. А еще на сабантуе любят наряжаться. Hey, harşala sabantuyunu, eyde oynayırlar. Bir fırınğı veren bir bu, bir eyde jırlar. Harşala sabantuyunu, harşala sabantuyunu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Чак-чак, беляш, ищ, пищмак, купатия и баурсак. На Сабантуе все вкусней, садись за стол ты поскорей. А еще на сабантуе готовят самый большой чак-чак. Hey, harşala sabantuyunu, eyde oynayırlar. Bir fırınğı veren bir bu, bir eyde jırlar. Harşala sabantuyunu, harşala sabantuyunu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. В ведерке плещется вода, но там она не навсегда. Мы ложкой воду зачерпнем, в другую тару отведем. А еще сабантуй празднуют по всему миру. Hey, harşala sabantuyunu, eyde oynayırlar. Bir fırınğı veren bir bu, bir eyde jırlar. Harşala sabantuyunu, harşala sabantuyunu. Сабантуй! Made in Tatarstan. В наше время мало таких душевных проектов. И это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети, Эмилия и Альфия, тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет тибетеек, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. Бьется сердце стадиона, словно первый раз. На лед выходят чемпионы под взглядом миллионов глаз.
Сеть автозаправочных станций «Татнефть» – одна из наиболее динамично развивающихся в России и за рубежом. Она охватывает 23 региона от Архангельска на севере до Краснодара на юге, от Санкт-Петербурга на западе до Кемерово на востоке. Заправки «Татнефти» представлены и в странах ближнего зарубежья. Уже несколько лет пользуется успехом дизельное топливо собственного производства, а теперь и долгожданная линейка бензинов. Передовые технологии комплекса «Танека» обеспечивают исключительное качество топлива, которое по многим показателям превосходит существующий экологический стандарт Евро-5. С успехом проведены испытания на двигателях КАМАЗ, а также на военной и специальной технике. Надежность топлива подтверждена командой КАМАЗ-Мастер в экстремальных условиях эксплуатации. Сеть АЗС «Татнефть» работает под девизом «От скважины до бензобака». Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах производства, транспортировки и хранения. По пути следования от завода до АЗС проводится трек-контроль бензовозов в онлайн-режиме, фиксирующий отклонения от заданного маршрута. По прибытии на станцию бензовоз проходит строгую проверку, а пробы из автоцистерн длительное время хранятся и после реализации продукта. Еще одну проверку проводят в стационарных лабораториях, где анализируют нефтепродукты с каждого резервуара автозаправки, а передвижная лаборатория позволяет провести экспресс-проверку качества топлива непосредственно на АЗС. Высокие стандарты оценили и в компании Volkswagen, чьи авто успешно тестировали топливо «Татнефти» на предмет экологических стандартов. Действует многоступенчатая система контроля качества при всех технологических операциях с нефтепродуктами. На АЗС применяется замкнутая система слива топлива, двустенные резервуары, оборудованные измерительными устройствами, современная высокоточная ТРК. Компания регулярно проводит стимулирующие акции. В рамках сотрудничества с хоккейным клубом «Акбарс» среди клиентов АЗС «Татнефти» разыгрывается несколько автомобилей и другие ценные подарки. Всю необходимую информацию о ближайших АЗС и дополнительном сервисе можно получить через мобильное приложение. А оплатить заказ можно также самостоятельно в интерактивных терминалах самообслуживания на АЗС или непосредственно у топливораздаточной колонки. Мы провели обновление программы лояльности. Данная современная программа «Клуб чемпионов» имеет ряд преимуществ по сравнению с дисконтной. Возможность экономии на нефтепродуктах до 6%. Возможность получения бонусов от нашего партнера программы банка «Зенит». Современное мобильное приложение «Клуб чемпионов». Наличие статуса в зависимости от объемов потребления. Нашим клиентам мы постоянно готовы предлагать интересные акции и предложения на АЗС, позволяющие в конечном итоге сэкономить на топливе и сопутствующих товарах и услугах. Качество – это не только про топливо. АЗС «Татнефти» постоянно расширяют спектр дополнительных услуг. Подкачка шин, очистка стекол и номерных знаков, долив воды в омыватель и автомойка уже стали привычным явлением. В перечне услуг сети появилась роботизированная автомойка. Клиенты «Татнефти» могут не только заправить свой автомобиль, но и заправиться сами. Всегда свежая и вкусная национальная выпечка. Ароматный зерновой кофе, прохладительные напитки, а теперь и мягкое мороженое. Автотовары, к примеру, масла, шины и все, что может пригодиться в дороге. На АЗС функционируют уютные кафе и мотели, созданы детские уголки, где даже самые юные клиенты могут приятно провести время. АЗС — это больше, чем заправочная станция.
Так, для одних клиентов заправочная станция – начальная точка отсчета новой дороги. Другие здесь могут получить долгожданную посылку из интернет-магазина. Компания активно модернизирует свою сеть АЗС. Внедряются новые форматы операторных в ультрасовременном экстерьере и внутреннем дизайне. На АЗС «Татнефть» представлен широкий спектр услуг. Магазины, кафе с широкой зоной самообслуживания, пылесос и подкачка шин. Проводимые работы позволяют вывести качество обслуживания клиентов на более высокий уровень и привлечь на АЗС разные сегменты потребителей. На АЗС «Татнефть» внедряется инновационная для российского розничного рынка нефтепродуктов сервисная услуга «Автокафе». Компания «Татнефть» стала первой в России, кто предоставляет клиентам возможность заправлять автомобиль и приобретать продукты питания, не выходя из автомобиля. Это особенно актуально для занятых автовладельцев. Еще одним конкурентным преимуществом нашей сети является собственное производство, которое позволяет предлагать покупателям свежую продукцию из натурального сырья без использования консервантов и улучшителей, а также оперативно реагировать на их вкусы и требования. Свое каждое утро я привыкла начинать именно с этого места. Тут замечательный кофе, прекрасный персонал и отличное качество бензина. Я знаю, что дизельное топливо Тонеко всегда было отличного качества. Очень рад, что сейчас свой бензин появился. Я думаю, все дело в доверии. Я всегда тут заправляюсь. Персонал хороший, сервис на уровне. Что еще? Шины можно подкачать, на мойку заехать и в дорогу что-нибудь купить. АЗС «Татнефть» стоит на страже экологии. На каждой АЗС при сливе нефтепродуктов установлена система газовозврата. Компанией активно развивается направление альтернативного топлива электрозарядные станции. Всего 15 минут, и ваш автомобиль снова заряжен. А где-то энергией заряжается не только машина, а вся автозаправочная станция. Знаете ли вы, что, заправляясь на АЗС «Татнефти», вы вкладываете средства в посадку зеленых насаждений? Ежегодно на территории республики высаживается более 1 миллиона деревьев. На эти цели мы отдаем 2,7 копейки с каждого отпущенного литра. АЗС «Татнефть» — социально ориентированная компания, которая заботится о завтрашнем дне, о здоровом подрастающем поколении, с заботой о вас и вашем автомобиле. АЗС «Татнефть». Просто вы здесь главный. Встречается Сабантуй, пой песни, танцуй. К ноге привязана нога, задача наша нелегка. Мы скачем к финишу вдвоем, и добежим, так доползем. А еще на Сабантуе принято дарить подарки. Hey, harşıla Sabantuy'nu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyren bit bu, bir eyde jırla. Сабантуй! Made in Tatarstan. Фильм.
А? Жил-да-был один котенок, который ничего не боялся, и звали его Биг Баттер, что означает «храбрец». И жил зайчонок, который вскакивал от каждого шороха. За это его прозвали Биг Куркан, что означает «трусишка». Вместе они постоянно попадали в различные истории. История первая. Ночная. Биг Баттер, включи свет, мне страшно! Биг Баттер, выключи свет, мне страшно! Темно, страшно! Включи свет! Биг Баттер, быстрее, выключи свет! Чего ты так боишься? На стене есть что-то страшное! Уши длинные, усы шевелятся, а сам безобразен! Эх ты, трусишка! Ты же своей же тени испугался! Спокойной ночи! Добрых снов! Биг Баттер! Включи свет! Мне страшно! Не смотри на меня так! Мне страшно! История вторая. Серое чудовище. Высоты боюсь! Ай, темно, страшно! Вот что тебя так испугало. Вот. Такая маленькая зверюшка и столько шума издавать может. История третья. Прерванный сон.
Такой вот храбрец. Батыр кыю булсаң гына, тормышыңа син хуҗа. Күләгәннән куркып йөрсәң, гомрең зая уза. Крылья сказки, шам-парам-пам-пам-пам. Men bu dünyada bek köptenden yaşayım indi. Sizge ailemimni berip kaldırır vakit жетті. Bu bek mühim. Бабакай, ә нигә безгә укырга? Без болай да барысын да беләбез бит инде. Әйе, мин үземнән 50 тапкыр авыррак булган йөкне күтәрә алам. Bu ailem түгел шо. Bizde de şunday bir hal bulgan idi. Kem aytmışlı, oku nur, okama ukur. Уку нур, нишек матур. Әйе, kızım, bilim bir tiklep jıyıla. Hem her kim ana üzülüşün kirte. Әсір 50 tapkır дейсің. Бабакай, синең дә өлешең бармы анда? Мәгән шулайдыр да. Хәтерлим әле. Bir vakit biz dostum bilen paxotqa çıktık. Korkadsın diyer. Amin. Saklanganını Allah saklar deyim. Безне өйдән ерак җибәрмиләр әле. Адашуыгыз бар диләр. Кагыйдәләрне белсәк тә, берәр нәрсә булса, ау дип кычкырасың. Белмим. Менә budayda була әле ул. İste kaldırığız. Kaytavazının cevabı da kire kaytar. Бабакай, үстәрмышында булган тагын бер вакыйга турында сөйләши. Шундый мавыктыргыч. Тормыштан дейсеңме? Алайса тыңлагыз.
Хәзер исә барысы да суга батучы еланга ябыша диләр. Менә үсим генә әле, укыйм һәм булам. Әмма кем булырга икән миңа? Юк, улым. Алай булмый ул. Башкаларны кабатларга түгел, ә үзеңә нидер эшләргә кирәк. Югыйсә бәла каза бер дә ерак йөрми. Менә шуңа күрә кеше җырын җырлама диләр. Ой! Шул кирәк сиңа. Ачуладма. Бер вакыт мин дә шундый хәлгә тараган идем. Кешегә шөкер казыма, үзең төшәрсең дип, ни өчен әйткәннәрен беләм инде хәзер. Аңламассың бу кызларны. Бәлки мин аны үземә каратасым килгәндер. Әйе, кеше күңелен аңлап буламы соң? Тыңлагыз, бер булган хәл турында сөйлим. Кеше күңеле төпсез диңгез дип, халык юкка гына әйтмәгән. Бабакай, мин бөтен нәрсәне белеп бетерсәм, тагын нәрсәгә өйрәнермен соң? Барысында белеп булмый, кызым. Гыйлемнең чиге юк. Аны кулачлап бетерү мөмкин хәл түгел. Халык юкка гына бер кояш мең йылдыздан яктырак дип әйтми шул. Бабакай, ничек уйлап чыгарып бетердең син буларны? Әйе, бер караганда күп тә сөйләмәдең, барсы да аңлашылды. Аларны мин уйлап тапмадым, балалар. Татар халкының зирәклеген, хикмәтлелеген үзенә туплаган мәкаль һәм әйтемнәр булар. Алар татар халкына хас эш сөючәнлек, өлкәннәргә хөрмәт, иң мөһиме ватанга мәхәббәт турында.
Тарам-пам. Жизнь прожить, не поле перейти. Много с тех пор воды утекло. Дедушка, вы прям поговорками разговариваете. Да в поговорках все понятно. Понятно говоришь. А вот был у нас в муравейнике такой случай. И с тех пор у нас так понимают поговорку. Дорога ложка к обеду. Ой, как романтично. Получается, вы для друга так постарались. Да уж, мы с друзьями не разлей вода были. А вот как узнать, друзья вы или нет? Ну, тут по-разному бывает. Был я как-то раз на конкурсе. Вот там все сразу понятно было. Поэтому в народе и говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Ну, нет. Я думаю, что не надо кому-то подражать. Да, надо оставаться собой. Это хорошо. Хотя бывает, что и хитрость очень выручает. Потому в народе и говорят, хитрый гриб и ежа перехитрит. А как отличить хитрость от вранья? Хитрость – это мудрость, а вранье – глупость. Это чувствовать надо, как вот в этой истории. Поэтому и говорят, не та собака кусается, которая лает. Эх, я бы эту собаку одной левой. Это хорошо, что ты такой смелый. Но одному бывает очень сложно. В нашем единстве большая сила, а один в поле не воин. Да, против роя пчел одному не справиться. Да потому что надо работать, а не шляться одному. Работать – это ты правильно говоришь. Ну и отдых тоже нужен.
Сделал дело, гуляй смело. Вот так народ говорит. Работа, работа. А вот мне хочется мир посмотреть. Мир посмотреть – это очень хорошо. Можно многому хорошему научиться. Но важно вот что помнить. В гостях хорошо, а дома лучше. Родной дом, семья, родина – это святые для каждого слова. Какие все-таки мудрые народные пословицы и поговорки. Спасибо вам, бабай, за то, что учите нас. Мы обязательно передадим эти знания нашим потомкам. И это правильно. Почему? Потому что родной язык, родная земля и родной дом есть самая твердая основа, за которую надо держать, которую надо защищать. Қоянға ашаған. Яфрақлар қылақты, әрікмен қиырықны қатырләті. Балалар, қоянның қиырығы не үшін шундай кішкене болғанын білесіңіз келемі? Әйе, білесіміз келе, сөйле. Бұрын заманда юаш хайванларның, ертқы жануарларының қиырықлары бүтінләй болмаған. Таусылы бір имен мағжиза кетірі Har күнге қойрық күйдірі Хәммәгіз қойрық Өздерге ашықсын Қойрықлы будан бәхетлер ташысын Хайваннар қайырық алырға қарт имен янына юнәлгәннәр. Бары қурқақ қуян ғына үз үйіннән йырақ китәргә қорыққан. Һәм аюдан үзенә дә қайырық алып қайтуны сорарга булган. Исәнме, Аю бабай? Син шундый зур һәм көчле. Миңа да койрык алып кайта алмассың микән? Ярар, Куян абзый. Сиңа да бер койрык өзәрмен.
Аю бабай инде картайган, зихне дә таралган. Онытыр вәгъдәсен, аннан табар хәйләсен. Тагын кемнән дә булса үтенергә кирәк. Бүрегә мөрәҗәгать итәргә була ул. Сәлам сиңа, иң кую бүре абый. Миңа кыйрык алып кайт әле зинһар өчен. Ярар инде, алып кайтармын. Юкка әрәм иттем моңа сүз. Бүре бит ул туймас күз. Базар вәгъдәсен, табар хәйләсен. Тагын берәрсеннән сорарга була куян һәм төлкене очрата. Сәлам, төлке апа. Ай, куркыттың кылый. Исәнме? Бу эш түгел көлке, апа кайым төлке. Үзем бара алмадым ахры. Инде кыйрыксыз калдым. Миңа бер кыйрык алып кайтмассыңмы икән? Син бит шундый матур. Матур дисеңме? Яра, кылый, тырышырмын. Барлык хайваннар да имән янына җыелгач, башланган хикмәт. Һәр кайсы үзенә иң матур, яңа, озын койрык өзеп алырга ашыккан. Йомшак кына, мамык кына. Миңа дип алып кайттыңмы? Рәхмәт. Син генә идең минем башымда. Әллә нинди җайсызлыклар чыкты каршыма. Сиңа дигән кыйрыгым юк. Ә монысы үземә бик килешә. Бурабый, миңа дигән, менә дигән кыйрык бир абый. Каялы сиңа кыйрык. Үземә дә кичкә генә берне эләктердем. Күз алдымнан югал кылый. Аю куян белән сөйләшеп тә тормаган. Минем кыйрык яхшы. Ише, дөньяда да юк. Менә минем кыйрыгым нинди йомшак. Ә минеке, аның каравы ыргакка охшаган. Синең кыйрыгың кыйрыкка да охшамаган. Ә синеке, мин сине хәзер тешлим. Шул көннән башлап, мәче белән эт арасындагы бу ызгыш мәңгелеккә китә. Аның каравы, куян кичкенә генә булса да, кыйрыклы булып кала. Ә керпеләрнең нигә кыйрыклары юк? Син карт имән янына бармадыңмы әллә? Мин ул вакытта энәләр артыннан нарат янына бардым.
такое сабантуй без игр и соревнований? Даже трудно представить. С самых незапамятных времен на сабантуе проходят состязания в силе и ловкости. Еще ранее молодые люди демонстрировали свои достижения в военном деле – стрельбе из лука, борьбе, поднятии тяжести. Также в игровую культуру сабантуя входят игры из бытовой жизни, где в основном принимали участие девушки и дети. Хотя во времена Волжской Булгарии существовала игра, при которой молодой человек должен был догнать девушку, несущуюся на быстром коне. Сейчас без специальной подготовки такая игра может быть опасной, но, думаю, зрелище было невероятно красивым. Сегодня мы хотим вам рассказать о самых интересных играх сабантуя, в которых и взрослые, и дети принимают активное участие. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. Для самых маленьких ребят подарки в воздухе висят. Скорей повязку надевай и лучший приз себе срезай. А еще на сабантуе всегда звучит детский смех. Эй, харшала сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Харшала сабантуйны, харшала сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. В программе сабантуя есть игры, требующие ловкость и чутье. Сегодня, когда повсеместно отменены сабантуи, народный праздник проходит в каждом доме. Все, кто сегодня в деревнях, на даче, играют с родными в любимые игры, потому что сабантуй в душе каждого из нас. В рамках Сабантуй онлайн мы запустили челлендж «Сабантуй дома». В течение 2 недель мы получали видеоролики с разных уголков мира. И сегодня мы можем их посмотреть. Играйте вместе с нами. Поехали! Этот мир, он такой один. Только лучшее кино, только реальные истории. Это, пожалуй, лучший телеканал в мире. Татарскарф – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин. Приветствуем всех дорогих гостей онлайн-сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татарскарф по промокоду Сабантуй до 15 июля. Игра «Чулмек Вату», в которой необходимо с завязанными глазами найти горшок и ударом длинной палки разбить его. В этой игре принимает участие в основном молодежь, хотя было замечено, что и взрослые иногда не отстают от молодежи. Давайте посмотрим, как об этой игре рассказывает Татмультфильм. Далее ролики участников челленджа. Татармультфильм. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. Глаза завязаны платком, и этот конкурс всем знаком. Тут правила совсем просты, разбей горшок и лучше ты. А еще на сабантуе вы можете услышать нежные звуки урая. Эй, харшала сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Бой мешками с сеном, сидя на вращающемся бревне, в котором необходимо выбить противника из седла. Игра с давней традицией, которая требует силы, ловкости и смелости. Обычно доставляет зрителям много смеха и веселья. А рискнули бы вы со своими родственниками сыграть в эту игру? Наши участники рискнули. Скажу сразу, все остались живы. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Соломой мы набьем мешки, они, поверьте, нелегки. Ты сбей соперника с бревна, не сила, ловкость здесь важна. А лучшему батыру на Сабантуе дарят вышитое полотенце. Эй, Хоршала Сабантуйны, әйдә уйна җырлар. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырлар. Хоршала Сабантуйны, Хоршала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн-Сабантуя 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт — это #МСК. Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм. Топчик Белен Сикирю. Прыжки в мешках. Игра с препятствиями. И первое препятствие – нахождение в мешке. А далее необходимо быстрее соперника добежать до финиша. Игра уходит своими корнями в незапамятные времена. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Вот скачут на перегонки, по полю быстрые мешки. Давай быстрей, давай вперед, ведь там тебя победа ждет. А еще Татарстан славится своими ювелирными изделиями. Эй, Хоршала Сабантуйны, әйдә уйна җырлар. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырлар. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Внимание! Время раскрыть затею самой главной забавы Сабантуя. В ней самые сильные, ловкие и смелые соревнуются в скорости взбирания на столб. А на самой макушке этого высочайшего, гладкого, раскачивающегося столба находится заветный приз. В былые времена это мог быть настоящий петух, кожаные сапоги, платок, расшитый самой красивой девушкой в деревне. Даже сейчас мало кто становится обладателем этого труднодоступного приза. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Среди поляны столб стоит, он у батыров знаменит. Наверх скорее залезай и все подарки забирай. А также на Сабантуе много веселой и очень задорной музыки. Эй, Хоршала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бит бұрынғы бәйрәм бит бұл, бейі әлді жырла. Хоршала Сабантуйны, Хоршала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Исамысыз, Кадерле Дуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. В аулах Памира и Тяньшаня, в Чумах на берегу моря Лаптевых, в охотничьих домиках Беловежской пущи, в юртах казахстанской степи, на виноградниках Молдовы, на стоянках военно-грузинской дороги и на нефтяных платформах Каспия, в небоскребах Московского Сити и даже в президентских дворцах. Каждое воскресенье вместе интересно. Хаумахыгыз. На башкирском языке это означает «здравствуйте». Исенмесес. Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. Ни одно празднование Сабантуя с самого появления этого праздника не проходит без соревнований на полотенцах «Кряж». Определение батыра в национальной борьбе – гвоздь праздника Сабантуй. Борцам требуется много сил, хитрости и ловкости. Состязание проходит по строгим правилам. Соперник должен висеть на твоем кушаке в воздухе, а затем оказаться на лопатках. Судят борьбу самые многоопытные и уважаемые мужчины. Они строго смотрят за борцами, не было ли запрещенных приемов, ведь на Майдане нет места малой несправедливости. Джигиту, ставшему батыром на Сабантуе, честь и слава. Издавна было принято награждать батыра крупным бараном. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Батыры вышли на ковер, и между ними будет спор, кому достанется баран. Борьба не шуточная там. А лучший подарок на Сабантуе – тюбетейка.
Каршыла сапан туйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Каршыла сапан туйны, каршыла сапан туйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. На Сабантуе есть бараны, им гордится Татарстан. Ему простят любой каприз, ведь это самый главный приз. А еще на Сабантуе можно любоваться прекрасным татарским орнаментом. Hey, Каршыла сапан туйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Каршыла сапан туйны, каршыла сапан туйны. Сабантуй! Made in Tatarstan.
с коромыслом клиенте белян йгырю. Шуточное соревнование, но в нем заложен огромный смысл. Так как ведра не пусты, а до краев наполнены водой, молодые девушки и невесты на выдане соревнуются в аккуратности. Тем самым определяется самая аккуратная девушка деревни. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. На коромысле 2 ведра кричат все зрители: ура! Старайся воду не пролить, в соревновании победить. А еще на Сабантуе много зажигательных танцев. Hey, Harşala Sabantuy'nu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuy'nu, Harşala Sabantuy'nu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Салям, Казань! Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. Рада вас видеть в мусульманском магазине оригинальных татарских подарков «Салават». У нас вы можете купить товары для намаза, коврики, тюбетейки, подарочные наборы с Кораном, Кораны на татарском, узбекском, арабском языках, электронный цифровой ручка Коран, а также множество ковриков для намаза. Посетите наш чудесный сайт, ведь до конца августа вас ожидает скидка минус 10% по промокоду Сабантуй 2020. А еще на Сабантуе представлены командные игры. Самое любимое из них – перетягивание каната. Правила просты. Необходимо собрать команду единомышленников, настроиться на победу и проявить не только силу, но и смекалку. Исход игры зависит от командной работы. Мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. А вот натянутый канат, и две команды из ребят ждет победителей успех, в награду им веселый смех. А также на Сабантуе просто обожают пить горячий вкусный чай. Hey, Harşala Sabantuy'nu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Веселое состязание, поиск монеты в плошке с катыком. Судья завязывает игроку глаза, предлагает убрать руки за спину, и по сигналу судьи игрок наклоняется над тарелкой, ныряет лицом в катык и пытается губами достать монету. На все на это у него есть строго отведенное время. А еще особенно любимая детьми забава – бег с яйцом в ложке. При этом ложку необходимо держать во рту. Уверен, многие из вас принимали участие в подобной игре. Все эти игры носят развлекательный характер, но также они развивают ловкость и внимание. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. На дне монету ты найди, соперника победи, поддержи молодость, всегда кисломолочная среда. А также на Сабантуе пекут румяные эчпычмаки. Hey, Horşala Sabantuynu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Horşala Sabantuynu, Horşala Sabantuynu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Быстро на перегонки, мальчики и девочки, в ложке ты яйцо храни, да беги не урони. Само слово «сабантуй» означает «праздник плуга». Hey, Horşala Sabantuynu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Horşala Sabantuynu, Horşala Sabantuynu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Схватили палку с двух сторон, вперед наклон, назад наклон. Кто перетянет, победит, кто упадет, тот будет бит. А еще говорят, дождь на Сабантуй – хорошая примета. Hey, Horşala Sabantuynu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Horşala Sabantuynu, Horşala Sabantuynu. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Приветствуем сегодня всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года и дарим каждому гостю скидку 10% до конца августа 2020 года на все услуги Никах-центра по промокоду Сабантуй. Никах-центр – это уникальное пространство, где любая пара может получить качественное сопровождение и консультацию по вопросам организации самого главного торжества их жизни. Поэтому, если вы задумались о создании семьи или у вас намечается праздничное торжество и вам нужен роскошный наряд, то мы приглашаем вас в наш Никах-центр. Издавна на Сабантуях состязались в поднятии тяжести камней. Состязания по поднятию камней сохранились и поныне. Соревнующиеся должны поднять тяжесть весом 25-30 килограммов одной рукой. Правила состязания просты и общедоступны. Каждый участник обеими руками поднимает камень и аккуратно укладывает на поднятую к плечу правую ладонь и поднимает камень. Сегодня в соревнованиях используются гири и штанги. К турниру раньше допускались лишь мужчины от 25 лет. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Руками крепче ухватись, своей сноровки убедись. Поднимет гирю лишь силач, неважно, врач или скрипач. А еще на Сабантуе поют веселые песни. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Издревле культура татар и башкир была связана с лошадьми. Зачастую татарские и башкирские дети, еще не умея хорошо ходить, уже умели хорошо держаться в седле, а потому из татар и башкир выходили самые отменные наездники. В былые времена лошади были фирменным знаком башкирского и татарского народов, а потому ни один Сабантуй не обходится без лошадей. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Вот конь наш самый верный друг, он пашет землю, тянет плуг, а здесь ему большой поклон, он и на скачках чемпион. А победителям на Сабантуе девушки дарят цветы. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Из-под колес земля летит, телега радостно скрипит. Возничий в гонке выиграть рад, минуя тысячи преград. А еще на Сабантуй парни обувают новые сапоги. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Праздничные состязания начинали со скачек. Разные конные игры были широко распространены у всех кочевых народов. В перерывах между кочевками они отбирали лучших лошадей и устраивали состязания в быстроте и ловкости. Это не только помогало выявить наиболее выносливых и сильных животных, но и было хорошей тренировкой для всадников. Невозможно представить себе жизнь кочевников без лошади. Лошадь была ближайшим помощником, кормильцем человека. А во время битвы хороший конь мог спасти ему жизнь. Наши предки считали, что божества, так же как и люди, ездят верхом на лошадях. Поэтому и самих лошадей тоже считали священными животными. Подготовка коней к предстоящим скачкам начиналась так называемым разогревом от ояга кыздыру. Как только таял снег и подсыхали дороги, по вечерам юноши выезжали верхом на конях и устраивали подобие скачек. Это продолжалось несколько дней. Таким образом, они тренировали коней, готовили к главным соревнованиям. В мире есть вещи, которые мы понимаем с полуслова, с полувзгляда, с полужеста. Общие чувства, общий выбор, общая любовь. Мы вместе. Телеканал «Мир». В больших городах проведение скачек не всегда возможно. В 2019 году организаторы Сабантуя в музее-заповеднике Коломенское нашли альтернативное решение. Давайте посмотрим.
университета имени Князя. Образование создала дизайнер современной национальной одежды Алсу Маликова. Яркость алкошлар, бурные овации, аплодисменты. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Телега в бантах и цветах, и все вокруг сказали ах, коня исполнятся мечты, ведь это конкурс красоты. А на Майдан участники Сабантуя приезжают на наряженных телегах. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyran bit bu, bir eyde jırlar. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Мы благодарим всех участников челленджа рубрики «Сабантуй дома». Самый неординарный ролик будет отмечен на площадке онлайн Сабантуй, которая проходит в прямом эфире прямо сейчас. А пока давайте вспомним, как проходил игровой Сабантуй в Москве в былые годы. Вспомним, как это было. This
день, уважаемые гости нашего онлайн-сабантуя 2020 года. Меня зовут Лиса, и я представляю натуральную косметику ручной работы Халяль Косметикс. Все наши продукты сертифицированы, а также имеется сертификат Халяль. Это означает, что вся продукция производится по требованиям и канонам шариата. Более подробно и со всем ассортиментом Халяль Косметикс вы можете ознакомиться в моем инстаграм-профиле Натурель Косметикс. Сабантуй – народный праздник, где умельцы соревнуются в ловкости и скорости, демонстрируют боевые и военные искусства. Камиль Искандерович Самигуллин – мусульманский религиозный деятель, муфти Казани, самый молодой муфти Татарстана, тоже принял участие в нашем онлайн-сабантуе. Он продемонстрирует технику нанесения рубящих и оборонительных ударов в нескольких направлениях и плоскостях татарской сабли. Вот что значит сила духа. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня мы захотели познакомить вас с татарской саблей, владению ей. Мы часто слышим и знаем из древних сказок, историй слово «батыр», что означает «богатырь», но перед нами нет образа, что он надевал, какая у него была одежда. Если завтра нам сказать, чтобы мы все собрались и надели татарский национальный костюм, то перед нами становится образ сразу же какого-то певца, артиста, танцора. А где костюм татарского воина? Есть понятие батыр, есть понятие татарская сабля, значит, было искусство владения именно татарской саблей. Сегодня мы об этом с вами поговорим, для чего это нужно. И, иншаллах, на следующих встречах мы расскажем вам о владении зихгиром. Зихгир – это название кольца, которое одевалось на большой палец, баш-бармак. И благодаря ему стреляли из лука. Это была такая древнетюркская татарская система, с которой мы тоже вас, иншаллах, в последующем познакомим. Татарская сабля, ордынка, чечуга – одно из немногих названий этого уникального оружия, имевшего восточное происхождение и получившее распространение в Центральной и Восточной Европе в 17-18 веках. Данный тип сабли относят к рубяще-режущему оружию, о чем свидетельствует геометрия, вес и баланс клинка. Из всех степных сабель это самое известное. Муфти Камиль Хазрат Самигуллин демонстрирует технику нанесения рубящих и оборонительных ударов в нескольких плоскостях и направлениях. Подобные упражнения не утратили свою актуальность и по сей день, несмотря на то, что современное оружие сильно изменилось и мы живем в мирное время. Не секрет, что воины древности отличались от современного человека своей силой, выносливостью и ловкостью. Воин постоянно должен был быть в форме как в прямом, так и переносном смысле. Он должен был не только носить доспехи, но и оставаться при этом мобильным и подвижным, а главное – искусно владеть клинком. Выполняя подобные упражнения, которые имитируют рубящие, режущие, защитные и колющие удары, мы активизируем и совершенствуем двигательную систему организма, развиваем силу сухожилий, увеличиваем продуктивную активность мозга и нервной системы. Специальные упражнения в рубке предметов на точность, скорость и силу также развивают зрительную систему мозга, проще говоря, глазомер. Во время выполнения данных упражнений задействованы почти все важные центры мозга, что, естественно, несет несомненную пользу для организма человека. В исторических источниках мы встречаем упоминания о татарском воинском искусстве парахаплан, методики которого во многом безвозвратно утеряны. Муфти Камиль Хазрат Самигуллин ставит целью воссоздания древней системы подготовки татарских воинов и адаптации ее наилучших методик к современной жизни. Для этого мы можем использовать как письменные источники, так и археологические объекты. Иными словами, если есть объект татарская сабля, то, несомненно, была и техника владения этим оружием, которую можно воссоздать, исходя из тактико-технических характеристик клинка, современных научных знаний и методов проектирования культуры движения.
пой песни и танцуй. Жениться надо в Сабантуй, свою невесту расцелуй. Ведь есть примета, из примет вы проживете много лет. А еще на Сабантуе любят встречать гостей. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bit bırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Смотри, наклонное бревно, какое скользкое оно. Держи баланс, шажок другой, ты не упал, ты наш герой. А еще на Сабантуе много вкусной еды. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bit bırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Узор татарский надо знать, чтоб полотенце вышивать. Вот самый лучший сувенир получит в дар его батыр. А еще на Сабантуе вам предложат самые вкусные в мире кыстыбы. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bit bırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Мы скачем на одной ноге, пытаясь не упасть в прыжке. Рукой соперника не трожь, иначе приз ты не возьмешь. А еще на Сабантуй девушки надевают самые лучшие украшения. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bit bırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Призов решается судьба, рука в руке идет борьба. Кто первый сдался, проиграл и право сильного признал. А еще на Сабантуе можно попробовать губадию. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bit bırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Скорей команду собирай, на лыжи летом ты вставай. Пусть много ног и нет лыжни, должны мы выиграть, поднажми. А еще на Сабантуй принято приходить всей семьей. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bit bırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Пусть тачка это не метро, она устроена хитро. В ней тоже едет пассажир, ведет ее шофер Батыр. А
А еще на Сабантуе можно самому слепить горшок. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Поет мелодию пила, хотя работа тяжела. Кто больше всех напили дров, тот лучше всех к зиме готов. А еще на Сабантуе играют на музыкальных инструментах. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Пускай перчатки велики, добычу сложим мы в мешки. Скорей картошку собирай, смотри, глаза не открывай. А еще на Сабантуе любят наряжаться. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Чак-чак, беляш, ищ, пищмак, купатия и баурсак. На Сабантуе все вкусней, садись за стол ты поскорей. А еще на Сабантуе готовят самый большой чак-чак. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. В ведерке плещется вода, но там она не навсегда. Мы ложкой воду зачерпнем, в другую тару отведем. А еще Сабантуй празднуют по всему миру. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. В наше время мало таких душевных проектов. И это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети, Эмилия и Альфия, тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет детей, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8,
Сеть автозаправочных станций «Татнефть» — одна из наиболее динамично развивающихся в России и за рубежом. Она охватывает 23 региона, от Архангельска на севере до Краснодара на юге, от Санкт-Петербурга на западе до Кемерово на востоке. Заправки «Татнефти» представлены и в странах ближнего зарубежья. Уже несколько лет пользуется успехом дизельное топливо собственного производства, а теперь и долгожданная линейка бензинов. Передовые технологии комплекса «Танеко» обеспечивают исключительное качество топлива, которое по многим показателям превосходит существующий экологический стандарт Евро-5. С успехом проведены испытания на двигателях КАМАЗ, а также на военной и специальной технике. Надежность топлива подтверждена командой КАМАЗ-Мастер в экстремальных условиях эксплуатации. Сеть АЗС «Татнефть» работает под девизом «От скважины до бензобака». Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах производства, транспортировки и хранения. По пути следования от завода до АЗС проводится трек-контроль бензовозов в онлайн-режиме, фиксирующий отклонения от заданного маршрута. По прибытии на станцию бензовоз проходит строгую проверку, а пробы из автоцистерн длительное время хранятся и после реализации продукта. Еще одну проверку проводят в стационарных лабораториях, где анализируют нефтепродукты с каждого резервуара автозаправки, а передвижная лаборатория позволяет провести экспресс-проверку качества топлива непосредственно на АЗС. Высокие стандарты оценили и в компании Volkswagen, чьи авто успешно тестировали топливо «Татнефти» на предмет экологических стандартов. Действует многоступенчатая система контроля качества при всех технологических операциях с нефтепродуктами. На АЗС применяется замкнутая система слива топлива, двустенные резервуары, оборудованные измерительными устройствами, современная высокоточная ТРК. Компания регулярно проводит стимулирующие акции. В рамках сотрудничества с хоккейным клубом «Акбарс» среди клиентов АЗС «Татнефти» разыгрывается несколько автомобилей и другие ценные подарки. Всю необходимую информацию о ближайших АЗС и дополнительном сервисе можно получить через мобильное приложение. А оплатить заказ можно также самостоятельно в интерактивных терминалах самообслуживания на АЗС или непосредственно у топливораздаточной колонки. Мы провели обновление программы лояльности. Данная современная программа «Клуб чемпионов» имеет ряд преимуществ по сравнению с дисконтной. Возможность экономии на нефтепродуктах до 6%. Возможность получения бонусов от нашего партнера программы банка «Зенит». Современное мобильное приложение «Клуб чемпионов». Наличие статуса в зависимости от объемов потребления. Нашим клиентам мы постоянно готовы предлагать интересные акции и предложения на АЗС, позволяющие в конечном итоге сэкономить на топливе и сопутствующих товарах и услугах. Качество — это не только про топливо. АЗС «Татнефти» постоянно расширяют спектр дополнительных услуг. Подкачка шин, очистка стекол и номерных знаков, долив воды в омыватель и автомойка уже стали привычным явлением. В перечне услуг сети появилась роботизированная автомойка. Клиенты «Татнефти» могут не только заправить свой автомобиль, но и заправиться сами. Всегда свежая и вкусная национальная выпечка. Ароматный зерновой кофе, прохладительные напитки, а теперь и мягкое мороженое. Автотовары, к примеру, масла, шины и все, что может пригодиться в дороге. На АЗС функционируют уютные кафе и мотели, созданы детские уголки, где даже самые юные клиенты могут приятно провести время. АЗС — это больше, чем заправочная станция.
Так, для одних клиентов заправочная станция – начальная точка отсчета новой дороги. Другие здесь могут получить долгожданную посылку из интернет-магазина. Компания активно модернизирует свою сеть АЗС. Внедряются новые форматы операторных, ультрасовременном экстерьере и внутреннем дизайне. На АЗС «Татнефть» представлен широкий спектр услуг. Магазины, кафе с широкой зоной самообслуживания, пылесосы, подкачка шин. Проводимые работы позволяют вывести качество обслуживания клиентов на более высокий уровень и привлечь на АЗС разные сегменты потребителей. На АЗС «Татнефть» внедряется инновационная для российского розничного рынка нефтепродуктов сервисная услуга «Автокафе». Компания «Татнефть» стала первой в России, кто предоставляет клиентам возможность заправлять автомобиль и приобретать продукты питания, не выходя из автомобиля. Это особенно актуально для занятых автовладельцев. Еще одним конкурентным преимуществом нашей сети является собственное производство, которое позволяет предлагать покупателям свежую продукцию из натурального сырья без использования консервантов и улучшителей, а также оперативно реагировать на их вкусы и требования. Свое каждое утро я привыкла начинать именно с этого места. Тут замечательный кофе, прекрасный персонал и отличное качество бензина. Я знаю, что дизельное топливо Тонеко всегда было отличного качества. Очень рад, что сейчас свой бензин появился. Я думаю, все дело в доверии. Я всегда тут заправляюсь. Персонал хороший, сервис на уровне. Что еще? Шины можно подкачать, на мойку заехать, в дорогу что-нибудь купить. АЗС «Татнефть» стоит на страже экологии. На каждый АЗС при сливе нефтепродуктов установлена система газовозврата. Компанией активно развивается направление альтернативного топлива электрозарядные станции. Всего 15 минут, и ваш автомобиль снова заряжен. А где-то энергией заряжается не только машина, а вся автозаправочная станция. Знаете ли вы, что, заправляясь на АЗС «Татнефти», вы вкладываете средства в посадку зеленых насаждений? Ежегодно на территории республики высаживается более 1 миллиона деревьев. На эти цели мы отдаем 2,7 копейки с каждого отпущенного литра. АЗС «Татнефть» — социально ориентированная компания, которая заботится о завтрашнем дне, о здоровом подрастающем поколении, с заботой о вас и вашем автомобиле. АЗС «Татнефть». Просто вы здесь главный. Встречается бантуй, пой песни, танцуй. К ноге привязана нога, задача наша нелегка. Мы скачем к финишу вдвоем, не добежим, так доползем. А еще на Сабантуе принято дарить подарки. Hey, қаршыла Сабантуйны, әйдә уйна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бие әйдә жырла. Сабантуй! Made in Tatarstan. Фильм.
Жил-да-был один котенок, который ничего не боялся, и звали его Биг Баттер, что означает «храбрец». И жил зайчонок, который вскакивал от каждого шороха. За это его прозвали Биг Туркан, что означает «трусишка». Вместе они постоянно попадали в различные истории. История первая. Ночная. Биг Баттер, включи свет, мне страшно! Биг Баттер, выключи свет, мне страшно! Темно, страшно! Включи свет! Биг Баттер, быстрее, выключи свет! Чего ты так боишься? На стене есть что-то страшное! Уши длинные, усы шевелятся, а сам безобразен! Эх ты, трусишка! Ты же своей же тени испугался! Спокойной ночи! Добрых снов! Биг Баттер! Включи свет! Мне страшно! Не смотри на меня так! Мне страшно! История вторая. Серое чудовище. Высоты боюсь! Ай, темно, страшно! Вот что тебя так испугало. Вот. Такая маленькая зверюшка и столько шума издавать может. История третья. Прерванный сон.
Вот такой вот храбрец. Батыр кыю булсаң гына, тормышыңа син хуҗа. Күләгәңнән куркып йөрсәң, гомрең заяга уза. Кырмызы сказки, шам-парам-пам-пам-пам. Мен bu dünyada bek köptәннән яшим инде. Сезгә гаиләмемне биреп калдырыр вакыт җитте. Бу бек мөһим. Бабакай, ә нигә безгә укырга? Без болай да барысын да беләбез бит инде. Әйе, мин үземнән 50 тапкыр авыррак булган йөкне күтәрә алам. Бу гаиләм түгел шул. Бездә дә шундый бер хәл булган иде. Кем әйтмешли, уку нур, укамау хур. Уку нур, нишек матур. Әйе, кызым, белем бертекләп җыела. Һәм һәркем аңа үз өлешен кертә. Ә син 50 тапкыр дисең. Бабакай, синең дә өлешең бармы анда? Мәгән шулайдыр да. Хәтерлим әле, бер вакыт без дустым белән походка чыктык. Кемдер курыккансың дияр. Амин. Сакланганны Алла саклар дейм. Безне өйдән ерак җибәрмиләр әле. Адашуыгыз бар диләр. Кагыйдәләрне белсәк тә, берәр нәрсә булса, ау дип кычкырасың. Белмим. Менә болай да була әле ул. Истә калдырыгыз. Кайтабызның җавабы да кире кайтыр. Бабакай, үз тормышында булган тагын бер вакыйга турында сөйләше. Шундый мауктыргыч. Тормыштан дисеңме? Алайса тыңлагыз.
Хәзер исә барысы да суга батучы йыланга ябыша диләр. Менә үсим генә әле, укыйм һәм булам. Әмма кем булырга икән миңа? Юк, улым. Алай булмый ул. Башкаларны кабатларга түгел, ә үзеңә нидер эшләргә кирәк. Югыйсә бәла каза бер дә ерак йөрми. Менә шуңа күрә кеше җырын җырлама диләр. Ой! Шул кирәк сиңа. Ачуладма. Бер вакыт мин дә шундый хәлгә тараган идем. Кешегә чыкыр казыма, үзең төшәрсең дип, ни өчен әйткәннәрен беләм инде хәзер. Аңламассың бу кызларны. Бәлки мин аны үземә каратасым килгәндер. Әйе, кеше күңелен аңлап буламы соң? Тыңлагыз, бер булган хәл турында сөйлим. Кеше күңеле төпсез диңгез дип, халык юкка гына әйтмәгән. Бабакай, мин бөтен нәрсәне белеп бетерсәм, тагын нәрсәгә өйрәнермен соң? Барысын да белеп булмый, кызым. Гыйлемнең чиге юк. Аны кулачлап бетерү мөмкин хәл түгел. Халык юкка гына бер кояш мең йылдыздан яктырак дип әйтми шул. Бабакай, ничек уйлап чыгарып бетердең син буларны? Әйе, бер караганда күп тә сөйләмәдең, барсы да аңлашылды. Аларны мин уйлап тапмадым, балалар. Татар халкының зирәклеген, хикмәтлелеген үзенә туплаган мәкаль һәм әйтемнәр булар. Алар татар халкына хас эш сөючәнлек, өлкәннәргә хөрмәт, иң мөһиме ватанга мәхәббәт турында.
Пам-пам-пам. Жизнь прожить, не поле перейти. Много с тех пор воды утекло. Дедушка, вы прям поговорками разговариваете. Да в поговорках все понятно. Понятно говоришь. А вот был у нас в муравейнике такой случай. И с тех пор у нас так понимают поговорку. Дорога ложка к обеду. Ой, как романтично. Получается, вы для друга так постарались. Да уж, мы с друзьями не разлей вода были. А вот как узнать, друзья вы или нет? Ну, тут по-разному бывает. Был я как-то раз на конкурсе. Вот там все сразу понятно было. Поэтому в народе и говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Ну, нет. Я думаю, что не надо кому-то подражать. Да, надо оставаться собой. Это хорошо. Хотя бывает, что и хитрость очень выручает. Потому в народе и говорят, хитрый гриб и ежа перехитрит. А как отличить хитрость от вранья? Хитрость – это мудрость, а вранье – глупость. Это чувствовать надо, как вот в этой истории. Поэтому и говорят, не та собака кусается, которая лает. Эх, я бы эту собаку одной левой. Это хорошо, что ты такой смелый. Но одному бывает очень сложно. В нашем единстве большая сила, а один в поле не воин. Да, против роя пчел одному не справиться. Да потому что надо работать, а не шляться одному. Работать – это ты правильно говоришь. Ну и отдых тоже нужен.
сделал дело, гуляй смело. Вот так народ говорит. Работа, работа. А вот мне хочется мир посмотреть. Мир посмотреть – это очень хорошо. Можно многому хорошему научиться. Но важно вот что помнить. В гостях хорошо, а дома лучше. Родной дом, семья, родина – это святые для каждого слова. Какие все-таки мудрые народные пословицы и поговорки. Спасибо вам, бабай, за то, что учите нас. Мы обязательно передадим эти знания нашим потомкам. И это правильно. Почему? Потому что родной язык, родная земля и родной дом есть самая твердая основа, за которую надо держать, которую надо защищать. Қоянға ашаған. Яфраклар қылақты, әрікмен қайрықны қатырләті. Балалар, қоянның қайрығы не үшін шундай кішкене болғанын білесіңіз келеме? Әйе, білесіміз келе, сөйле. Бұрын заманда юаш хайванларның, ертқы жануарларның қайрықлары бүтінләй болмаған. Тылсымлы бір имен мағжиза китірә Һәр кемгә койрык кидерә Һәммәгез койрык үзәргә ашықсын Койрыклы будан бәхетләр ташысын Хайваннар қайрық алырға қарт имен янына юнәлгәннәр. Бары қурқақ қуян ғына үз өйіннән йырақ китәргә қорыққан. Һәм аюдан үзенә дә қайрық алып қайтуны сорарга булган. Исәнме, аю бабай? Син шундый зур һәм көчле. Миңа да койрык алып кайта алмассың микән? Ярар, куян абзый. Сиңа да бір қайрық үзәрмен.
Аю бабай инде картайган, зихне дә таралган. Онытыр вәгъдәсен, аннан табар хәйләсен. Тагын кемнән дә булса үтенергә кирәк. Бүрегә мөрәҗәгать итәргә була ул. Сәлам сиңа, иң кыю бүре абый. Миңа кыйрык алып кайт әле зинһар өчен. Ярар инде, алып кайтармын. Юкка әрәм иттем моңа сүз. Бүре бит ул туймас күз. Базар вәгъдәсен, табар хәйләсен. Тагын берәрсеннән сорарга була куян һәм төлкене очрата. Сәлам, төлке апа. Ай, куркыттың кылый. Исәнме? Булыш түгел көлке, апа кайым төлке. Үзем бара алмадым ахры. Инде кыйрыксыз калдым. Миңа бер кыйрык алып кайтмассыңмы икән? Син бит шундый матур. Матур дисеңме? Яра, кылый, тырышырмын. Барлык хайваннар да имән янына җыелгач, башланган хикмәт. Һәр кайсы үзенә иң матур, яңа, озын койрык өзеп алырга ашыккан. Йымшак кына, мамык кына. Миңа дип алып кайттыңмы? Рәхмәт. Син генә идең минем башымда. Әллә нинди җайсызлыклар чыкты каршыма. Сиңа дигән койрыгым юк. Ә монысы үземә бик килешә. Бурабый, миңа дигән, менә дигән койрык бир абый. Каялы сиңа койрык. Үземә дә кешкә генә берне эләктердем. Күз алдымнан югал кылый. Аю куян белән сөйләшеп тә тормаган. Минем койрык яхшы. Ише, дөньяда да юк. Менә минем койрыгым нинди йомшак. Ә минеке, аның каравы ыргакка охшаган. Синең койрыгың койрыкка да охшамаган. Ә синеке, мин сине хәзер тешлим. Шул көннән башлап, мәче белән эт арасындагы бу ызгыш мәңгелеккә китә. Аның каравы, куян кичкенә генә булса да, койрыклы булып кала. Ә керпеләрнең нигә койрыклары юк? Син карт имән янына бармадыңмы әллә? Мин ул вакытта энәләр артыннан нарат янына бардым.
Привет! Что такое Сабантуй без игр и соревнований? Даже трудно представить. С самых незапамятных времен на Сабантуе проходят состязания в силе и ловкости. Еще ранее молодые люди демонстрировали свои достижения в военном деле – стрельбе из лука, борьбе, поднятии тяжести. Также в игровую культуру Сабантуя входят игры из бытовой жизни, где в основном принимали участие девушки и дети. Хотя во времена Волжской Булгарии существовала игра, при которой молодой человек должен был догнать девушку, несущуюся на быстром коне. Сейчас без специальной подготовки такая игра может быть опасной, но, думаю, зрелище было невероятно красивым. Сегодня мы хотим вам рассказать о самых интересных играх Сабантуя, в которых и взрослые, и дети принимают активное участие. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Для самых маленьких ребят подарки в воздухе висят. Скорей повязку надевай и лучший приз себе срезай. А еще на Сабантуе всегда звучит детский смех. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. В программе Сабантуя есть игры, требующие ловкость и чутье. Сегодня, когда повсеместно отменены Сабантуя, народный праздник проходит в каждом доме. Все, кто сегодня в деревнях, на даче, играют с родными в любимые игры, потому что Сабантуй в душе каждого из нас. В рамках Сабантуй онлайн мы запустили челлендж «Сабантуй дома». В течение 2 недель мы получали видеоролики с разных уголков мира. И сегодня мы можем их посмотреть. Играйте вместе с нами. Поехали! Этот мир, он такой один. Только лучшее кино, только реальные истории. Это, пожалуй, лучший телеканал в мире. Татарскарт – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин. Приветствуем всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татарскарт по промокоду Сабантуй до 15 июля. Игра Чулмек Вату, в которой необходимо с завязанными глазами найти горшок и ударом длинной палки разбить его. В этой игре принимает участие в основном молодежь, хотя было замечено, что и взрослые иногда не отстают от молодежи. Давайте посмотрим, как об этой игре рассказывает Татмультфильм. Далее ролики участников челленджа. Татармультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Глаза завязаны платком, и этот конкурс всем знаком. Тут правила совсем просты, разбей горшок и лучше ты. А еще на Сабантуе вы можете услышать нежные звуки урая. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Бой мешками с сеном, сидя на вращающемся бревне, в котором необходимо выбить противника из седла. Игра с давней традицией, которая требует силы, ловкости и смелости. Обычно доставляет зрителям много смеха и веселья. А рискнули бы вы со своими родственниками сыграть в эту игру? Наши участники рискнули. Скажу сразу, все остались живы. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. Соломой мы набьем мешки, они, поверьте, нелегки. Ты сбей соперника с бревна, и сила, ловкость здесь важна. А лучшему батыру на сабантуе дарят вышитое полотенце. Hey, harşala sabantuyunu, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala sabantuyunu, harşala sabantuyunu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн-Сабантуя 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт — это @, МСК. Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм. Топчик Белен Секирю. Прыжки в мешках. Игра с препятствиями. И первое препятствие – нахождение в мешке. А далее необходимо быстрее соперника добежать до финиша. Игра уходит своими корнями в незапамятные времена. Нас встречает сабантуй, пой песни и танцуй. Вот скачут на перегонки, по полю быстрые мешки. Давай быстрей, давай вперед, ведь там тебя победа ждет. А еще Татарстан славится своими ювелирными изделиями. Hey, harşala sabantuyunu, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala sabantuyunu, harşala sabantuyunu. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Внимание! Время раскрыть затею самой главной забавы Сабантуя. В ней самые сильные, ловкие и смелые соревнуются в скорости взбирания на столб. А на самой макушке этого высочайшего, гладкого, раскачивающегося столба находится заветный приз. В былые времена это мог быть настоящий петух, кожаные сапоги, платок, расшитый самой красивой девушкой в деревне. Даже сейчас мало кто становится обладателем этого труднодоступного приза. Татар-мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Среди поляны столб стоит, он у батыров знаменит. Наверх скорее залезай и все подарки забирай. А также на Сабантуе много веселой и очень задорной музыки. Эй, Харшала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бит бұрынғы бәйрәм бит бу, бейі әлдә жырла. Харшала Сабантуйны, Харшала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Исамысыз, Кадерле Дуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. В аулах Памира и Тяньшаня, в чумах на берегу моря Лаптевых, в охотничьих домиках Беловежской пущи, в юртах казахстанской степи, на виноградниках Молдовы, на стоянках военно-грузинской дороги и на нефтяных платформах Каспия, в небоскребах Московского Сити и даже в президентских дворцах. Каждое воскресенье вместе интересно. Хаумахыгыз. На башкирском языке это означает «здравствуйте». Исенмесес. Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. Ни одно празднование Сабантуя с самого появления этого праздника не проходит без соревнований на полотенцах «Кряж». Определение батыра в национальной борьбе – гвоздь праздника Сабантуй. Борцам требуется много сил, хитрости и ловкости. Состязание проходит по строгим правилам. Соперник должен висеть на твоем кушаке в воздухе, а затем оказаться на лопатках. Судят борьбу самые многоопытные и уважаемые мужчины. Они строго смотрят за борцами, не было ли запрещенных приемов, ведь на Майдане нет места малой несправедливости. Джигиту, ставшему батыром на Сабантуе, честь и слава. Издавна было принято награждать батыра крупным бараном. Татар-мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Батыры вышли на ковер, и между ними будет спор, кому достанется баран. Борьба не шуточная там. А лучше
лучший подарок на Сабантуе – тюбетейка. Hey, harşala Sabantuyni, әйдә уйна җырлап. Бик борынгы бәйрәм бит бу, әйдә җырлап. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. На Сабантуе есть бараны, им гордится Татарстан. Ему простят любой каприз, ведь это самый главный приз. А еще на Сабантуе можно любоваться прекрасным татарским орнаментом. Hey, harşala Sabantuyni, әйдә уйна җырлап. Бик борынгы бәйрәм бит бу, әйдә җырлап. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Узбек с коромыслом Квенте белян йөгөрү. Шуточное соревнование, но в нем заложен огромный смысл. Так как ведра не пусты, а до краев наполнены водой, молодые девушки и невесты на выдане соревнуются в аккуратности. Тем самым определяется самая аккуратная девушка деревни. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. На коромысле 2 ведра кричат все зрители: ура! Старайся воду не пролить, в соревновании победить. А еще на Сабантуе много зажигательных танцев. Эй, Хоршала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бей әйдә жырла. Хоршала Сабантуйны, Хоршала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Салям, Казань! Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. Рада вас видеть в мусульманском магазине оригинальных татарских подарков «Салават». У нас вы можете купить товары для намаза, коврики, тюбетейки, подарочные наборы с Кораном, Кораны на татарском, узбекском, арабском языках, электронный цифровой ручка Коран, а также множество ковриков для намаза. Посетите наш чудесный сайт, ведь до конца августа вас ожидает скидка минус 10% по промокоду Сабантуй 2020. А еще на Сабантуе представлены командные игры. Самое любимое из них – перетягивание каната. Правила просты. Необходимо собрать команду единомышленников, настроиться на победу и проявить не только силу, но и смекалку. Исход игры зависит от командной работы. Мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. А вот натянутый канат и 2 команды из ребят. Ждет победителей успех, в награду им веселый смех. А также на Сабантуе просто обожают пить горячий вкусный чай. Эй, Хоршала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бей әйдә жырла. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Веселое состязание, поиск монеты в плошке с котыком. Судья завязывает игроку глаза, предлагает убрать руки за спину, и по сигналу судьи игрок наклоняется над тарелкой, ныряет лицом в котык и пытается губами достать монету. На все на это у него есть строго отведенное время. А еще особенно любимая детьми забава – бег с яйцом в ложке. При этом ложку необходимо держать во рту. Уверен, многие из вас принимали участие в подобной игре. Все эти игры носят развлекательный характер, но также они развивают ловкость и внимание. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. На дне монету ты найди, соперника победи, поддержи молодость, всегда кисломолочная среда. А также на Сабантуе пекут румяные эшпышмаки. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Быстро на перегонки, мальчики и девочки, ложки ты яйцо храни, да беги не урони. Само слово «сабантуй» означает «праздник плуга». Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Схватили палку с двух сторон, вперед наклон, назад наклон. Кто перетянет, победит, кто упадет, тот будет бит. А еще говорят, дождь на Сабантуй – хорошая примета. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan.
сегодня всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года и дарим каждому гостю скидку 10% до конца августа 2020 года на все услуги Никах-центра по промокоду Сабантуй. Никах-центр – это уникальное пространство, где любая пара может получить качественное сопровождение и консультацию по вопросам организации самого главного – торжества их жизни. Поэтому, если вы задумались о создании семьи или у вас намечается праздничное торжество и вам нужен роскошный наряд, то мы приглашаем вас в наш Никах-центр. Издавна на Сабантуях состязались в поднятии тяжести камней. Состязания по поднятию камней сохранились и поныне. Соревнующиеся должны поднять тяжесть весом 25-30 килограммов одной рукой. Правила состязания просты и общедоступны. Каждый участник обеими руками поднимает камень и аккуратно укладывает на поднятую к плечу правую ладонь и поднимает камень. Сегодня в соревнованиях используются гири и штанги. К турниру раньше допускались лишь мужчины от 25 лет. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Руками крепче ухватись, своей сноровки убедись. Поднимет гирю лишь силач, неважно, врач или скрипач. А еще на Сабантуе поют веселые песни. Эй, харшала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Харшала Сабантуйны, харшала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Издревле культура татар и башкир была связана с лошадьми. Зачастую татарские и башкирские дети, еще не умея хорошо ходить, уже умели хорошо держаться в седле, а потому из татар и башкир выходили самые отменные наездники. В былые времена лошади были фирменным знаком башкирского и татарского народов, а потому ни один Сабантуй не обходится без лошадей. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Вот конь наш самый верный друг, он пашет землю, тянет плуг, а здесь ему большой поклон, он и на скачках чемпион. А победителям на Сабантуе девушки дарят цветы. Эй, харшала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Из-под колес земля летит, телега радостно скрипит. Возничий в гонке выиграть рад, минуя тысячи преград. А еще на Сабантуй парни обувают новые сапоги. Эй, харшала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Харшала Сабантуйны, харшала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Праздничные состязания начинали со скачек. Разные конные игры были широко распространены у всех кочевых народов. В перерывах между кочевками они отбирали лучших лошадей и устраивали состязания в быстроте и ловкости. Это не только помогало выявить наиболее выносливых и сильных животных, но и было хорошей тренировкой для всадников. Невозможно представить себе жизнь кочевников без лошади. Лошадь была ближайшим помощником, кормильцем человека. А во время битвы хороший конь мог спасти ему жизнь. Наши предки считали, что божества, так же как и люди, ездят верхом на лошадях. Поэтому и самих лошадей тоже считали священными животными. Подготовка коней к предстоящим скачкам начиналась так называемым разогревом от ояга кыздыру. Как только таял снег и подсыхали дороги, по вечерам юноши выезжали верхом на конях и устраивали подобие скачек. Это продолжалось несколько дней. Таким образом, они тренировали коней, готовили к главным соревнованиям. В мире есть вещи, которые мы понимаем с полуслова, с полувзгляда, с полужеста. Общие чувства, общий выбор, общая любовь. Мы вместе. Телеканал «Мир». В больших городах проведение скачек не всегда возможно. В 2019 году организаторы Сабантуя в музее-заповеднике Коломенское нашли альтернативное решение. Давайте посмотрим.
Московского государственного аграрного университета имени Князя. Образовала летний создала дизайнер современной национальной одежды Алсу Маликова. Oynar kışlı alkışlar, buraya bası aplодисменты. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Телега в бантах и цветах, и все вокруг сказали ах, коня исполнятся мечты, ведь это конкурс красоты. А на Майдан участники Сабантуя приезжают на наряженных телегах. Hey, harşala Sabantuy'nu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı veren bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuy'nu, harşala Sabantuy'nu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Мы благодарим всех участников челленджа рубрики «Сабантуй дома». Самый неординарный ролик будет отмечен на площадке онлайн «Сабантуй», которая проходит в прямом эфире прямо сейчас. А пока давайте вспомним, как проходил игровой «Сабантуй» в Москве в былые годы. Вспомним, как это было.
Добрый день, уважаемые гости нашего онлайн-сабантуя 2020 года. Меня зовут Лейсан, и я представляю натуральную косметику ручной работы Халяль Косметикс. Все наши продукты сертифицированы, а также имеется сертификат Халяль. Это означает, что вся продукция производится по требованиям и канонам шариата. Более подробно и со всем ассортиментом Халяль Косметикс вы можете ознакомиться в моем инстаграм-профиле Натурель Косметикс. Сабантуй – народный праздник, где умельцы соревнуются в ловкости и скорости, демонстрируют боевые и военные искусства. Камиль Искандерович Самигуллин – мусульманский религиозный деятель, муфти Казани, самый молодой муфти Татарстана, тоже принял участие в нашем онлайн-сабантуе. Он продемонстрирует технику нанесения рубящих и оборонительных ударов в нескольких направлениях и плоскостях татарской сабли. Вот что значит сила духа. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Сегодня мы захотели познакомить вас с татарской саблей, владению ей. Мы часто слышим и знаем из древних сказок, историй, слово «батыр», что означает «богатырь». Но перед нами нет образа, что он надевал, какая у него была одежда. Если завтра нам сказать, чтобы мы все собрались и надели татарский национальный костюм, то перед нами становится образ сразу же какого-то певца, артиста, танцора. А где костюм татарского воина? Есть понятие батыр, есть понятие татарской сабли, значит, было искусство владения именно татарской саблей. Сегодня мы об этом с вами поговорим, для чего это нужно. И, иншаллах, на следующих встречах мы расскажем вам о владении зихгиром. Зихгир – это название кольца, которое одевалось на большой палец, баш-бармак. И благодаря ему стреляли из лука. Это была такая древнетюркская татарская система, с которой мы тоже вас, иншаллах, в последующем познакомим. Татарская сабля, ордынка, чечуга – одно из немногих названий этого уникального оружия, имевшего восточное происхождение и получившее распространение в Центральной и Восточной Европе в 17-18 веках. Данный тип сабли относят к рубяще-режущему оружию, о чем свидетельствует геометрия, вес и баланс клинка. Из всех степных сабель это самая известная. Муфти Камиль Хазрат Самигуллин демонстрирует технику нанесения рубящих и оборонительных ударов в нескольких плоскостях и направлениях. Подобные упражнения не утратили свою актуальность и по сей день, несмотря на то, что современное оружие сильно изменилось и мы живем в мирное время. Не секрет, что воины древности отличались от современного человека своей силой, выносливостью и ловкостью. Воин постоянно должен был быть в форме как в прямом, так и переносном смысле. Он должен был не только носить доспехи, но и оставаться при этом мобильным и подвижным, а главное – искусно владеть клинком. Выполняя подобные упражнения, которые имитируют рубящие, режущие, защитные и колющие удары, мы активизируем и совершенствуем двигательную систему организма, развиваем силу сухожилий, увеличиваем продуктивную активность мозга и нервной системы. Специальные упражнения в рубке предметов на точность, скорость и силу также развивают зрительную систему мозга, проще говоря, глазомер. Во время выполнения данных упражнений задействованы почти все важные центры мозга, что, естественно, несет несомненную пользу для организма человека. В исторических источниках мы встречаем упоминания о татарском воинском искусстве парахаплан, методики которого во многом безвозвратно утеряны. Муфти Камиль Хазрат Самигуллин ставит целью воссоздания древней системы подготовки татарских воинов и адаптации ее наилучших методик к современной жизни. Для этого мы можем использовать как письменные источники, так и археологические объекты. Иными словами, если есть объект татарская сабля, то, несомненно, была и техника владения этим оружием, которую можно воссоздать, исходя из тактико-технических характеристик клинка, современных научных знаний и методов проектирования культуры движения.
встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Жениться надо в Сабантуй, свою невесту расцелуй, ведь есть примета, из примет вы проживете много лет. А еще на Сабантуе любят встречать гостей. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırınğı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Смотри, наклонное бревно, какое скользкое оно. Держи баланс, шажок другой, ты не упал, ты наш герой. А еще на Сабантуе много вкусной еды. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırınğı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Узор татарский надо знать, чтоб полотенце вышивать. Вот самый лучший сувенир получит в дар его батыр. А еще на Сабантуе вам предложат самые вкусные в мире кыстыбы. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırınğı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Мы скачем на одной ноге, пытаясь не упасть в прыжке. Рукой соперника не трожь, иначе приз ты не возьмешь. А еще на Сабантуй девушки надевают самые лучшие украшения. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırınğı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Призов решается судьба, рука в руке идет борьба. Кто первый сдался, проиграл и право сильного признал. А еще на Сабантуе можно попробовать губадию. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırınğı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Скорей команду собирай, на лыжи летом ты вставай. Пусть много ног и нет лыжни, должны мы выиграть, поднажми. А еще на Сабантуй принято приходить всей семьей. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırla. Bir fırınğı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Пусть тачка это не метро, она устроена хитро. В ней тоже едет пассажир, ведет ее шофер Батыр.
А еще на Сабантуе можно самому слепить горшок. Hey, қаршыла Сабантуйны, әйдә уйна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бие әйдә жырла. Қаршыла Сабантуйны, қаршыла Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Поет мелодию пила, хотя работа тяжела. Кто больше всех напили дров, тот лучше всех к зиме готов. А еще на Сабанту играют на музыкальных инструментах. Hey, қаршыла Сабантуйны, әйдә уйна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бие әйдә жырла. Қаршыла Сабантуйны, қаршыла Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Пускай перчатки велики, добычу сложим мы в мешки. Скорей картошку собирай, смотри, глаза не открывай. А еще на Сабантуе любят наряжаться. Hey, қаршыла Сабантуйны, әйдә уйна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бие әйдә жырла. Қаршыла Сабантуйны, қаршыла Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Чак-чак, беляш, ищ, пищмак, купатия и баурсак. На Сабантуе все вкусней, садись за стол ты поскорей. А еще на Сабантуе готовят самый большой чак-чак. Hey, қаршыла Сабантуйны, әйдә уйна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бие әйдә жырла. Қаршыла Сабантуйны, қаршыла Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. В ведерке плещется вода, но там она не навсегда. Мы ложкой воду зачерпнем, в другую тару отвезем. А еще Сабантуй празднуют по всему миру. Hey, қаршыла Сабантуйны, әйдә уйна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бие әйдә жырла. Қаршыла Сабантуйны, қаршыла Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. В наше время мало таких душевных проектов. И это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети Эмилия и Альфия тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет детей, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. Piazza. 8,
Сеть автозаправочных станций «Татнефть» – одна из наиболее динамично развивающихся в России и за рубежом. Она охватывает 23 региона, от Архангельска на севере до Краснодара на юге, от Санкт-Петербурга на западе до Кемерово на востоке. Заправки «Татнефти» представлены и в странах ближнего зарубежья. Уже несколько лет пользуется успехом дизельное топливо собственного производства, а теперь и долгожданная линейка бензинов. Передовые технологии комплекса «Танеко» обеспечивают исключительное качество топлива, которое по многим показателям превосходит существующий экологический стандарт Евро-5. С успехом проведены испытания на двигателях КАМАЗ, а также на военной и специальной технике. Надежность топлива подтверждена командой КАМАЗ-Мастер в экстремальных условиях эксплуатации. Сеть АЗС «Татнефть» работает под девизом «От скважины до бензобака». Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах производства, транспортировки и хранения. По пути следования от завода до АЗС проводится трек-контроль бензовозов в онлайн-режиме, фиксирующий отклонения от заданного маршрута. По прибытии на станцию бензовоз проходит строгую проверку, а пробы из автоцистерн длительное время хранятся и после реализации продукта. Еще одну проверку проводят в стационарных лабораториях, где анализируют нефтепродукты с каждого резервуара автозаправки, а передвижная лаборатория позволяет провести экспресс-проверку качества топлива непосредственно на АЗС. Высокие стандарты оценили и в компании Volkswagen, чьи авто успешно тестировали топливо «Татнефти» на предмет экологических стандартов. Действует многоступенчатая система контроля качества при всех технологических операциях с нефтепродуктами. На АЗС применяется замкнутая система слива топлива, двустенные резервуары, оборудованные измерительными устройствами, современная высокоточная ТРК. Компания регулярно проводит стимулирующие акции. В рамках сотрудничества с хоккейным клубом «Акбарс» среди клиентов АЗС «Татнефти» разыгрывается несколько автомобилей и другие ценные подарки. Всю необходимую информацию о ближайших АЗС и дополнительном сервисе можно получить через мобильное приложение. А оплатить заказ можно также самостоятельно в интерактивных терминалах самообслуживания на АЗС или непосредственно у топливораздаточной колонки. Мы провели обновление программы лояльности. Данная современная программа «Клуб чемпионов» имеет ряд преимуществ по сравнению с дисконтной. Возможность экономии на нефтепродуктах до 6%. Возможность получения бонусов от нашего партнера программы банка «Зенит». Современное мобильное приложение «Клуб чемпионов». Наличие статуса в зависимости от объемов потребления. Нашим клиентам мы постоянно готовы предлагать интересные акции и предложения на АЗС, позволяющие в конечном итоге сэкономить на топливе и сопутствующих товарах и услугах. Качество – это не только про топливо. АЗС «Татнефти» постоянно расширяют спектр дополнительных услуг. Подкачка шин, очистка стекол и номерных знаков, долив воды в омыватель и автомойка уже стали привычным явлением. В перечне услуг сети появилась роботизированная автомойка. Клиенты «Татнефти» могут не только заправить свой автомобиль, но и заправиться сами. Всегда свежая и вкусная национальная выпечка. Ароматный зерновой кофе, прохладительные напитки, а теперь и мягкое мороженое. Автотовары, к примеру, масла, шины и все, что может пригодиться в дороге. На АЗС функционируют уютные кафе и мотели, созданы детские уголки, где даже самые юные клиенты могут приятно провести время. АЗС — это больше, чем заправочная станция.
Так, для одних клиентов заправочная станция – начальная точка отсчета новой дороги. Другие здесь могут получить долгожданную посылку из интернет-магазина. Компания активно модернизирует свою сеть АЗС. Внедряются новые форматы операторных, в ультрасовременном экстерьере и внутреннем дизайне. На АЗС «Татнефть» представлен широкий спектр услуг. Магазины, кафе с широкой зоной самообслуживания, пылесосы, подкачка шин. Проводимые работы позволяют вывести качество обслуживания клиентов на более высокий уровень и привлечь на АЗС разные сегменты потребителей. На АЗС «Татнефть» внедряется инновационная для российского розничного рынка нефтепродуктов сервисная услуга «Автокафе». Компания «Татнефть» стала первой в России, кто предоставляет клиентам возможность заправлять автомобиль и приобретать продукты питания, не выходя из автомобиля. Это особенно актуально для занятых автовладельцев. Еще одним конкурентным преимуществом нашей сети является собственное производство, которое позволяет предлагать покупателям свежую продукцию из натурального сырья без использования консервантов и улучшителей, а также оперативно реагировать на их вкусы и требования. Свое каждое утро я привыкла начинать именно с этого места. Тут замечательный кофе, прекрасный персонал и отличное качество бензина. Я знаю, что дизельное топливо Тонеко всегда было отличного качества. Очень рад, что сейчас свой бензин появился. Я думаю, все дело в доверии. Я всегда тут заправляюсь. Персонал хороший, сервис на уровне. Что еще? Шины можно подкачать, на мойку заехать, в дорогу что-нибудь купить. АЗС «Татнефть» стоит на страже экологии. На каждой АЗС при сливе нефтепродуктов установлена система газовозврата. Компанией активно развивается направление альтернативного топлива электрозарядные станции. Всего 15 минут, и ваш автомобиль снова заряжен. А где-то энергией заряжается не только машина, а вся автозаправочная станция. Знаете ли вы, что, заправляясь на АЗС «Татнефти», вы вкладываете средства в посадку зеленых насаждений? Ежегодно на территории республики высаживается более 1 миллиона деревьев. На эти цели мы отдаем 2,7 копейки с каждого отпущенного литра. АЗС «Татнефть» — социально ориентированная компания, которая заботится о завтрашнем дне, о здоровом подрастающем поколении, с заботой о вас и вашем автомобиле. АЗС «Татнефть». Просто вы здесь главный. Встречается Сабантуй, пой песни и танцуй. К ноге привязана нога, задача наша нелегка. Мы скачем к финишу вдвоем, и добежим, так доползем. А еще на Сабантуе принято дарить подарки. Hey, harşala Sabantuynu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala Sabantuynu, harşala Sabantuynu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Фильм.
Жил-да был один котенок, который ничего не боялся, и звали его Биг Баттер, что означает «храбрец». И жил зайчонок, который вскакивал от каждого шороха. За это его прозвали Биг Туркак, что означает «трусишка». Вместе они постоянно попадали в различные истории. История первая. Ночная. Биг Баттер, включи свет, мне страшно! Биг Баттер, выключи свет, мне страшно! Темно, страшно! Включи свет! Биг Баттер, быстрее, выключи свет! Чего ты так боишься? На стене есть что-то страшное! Уши длинные, усы шевелятся, а сам безобразен! Эх ты, трусишка! Ты же своей же тени испугался! Спокойной ночи! Добрых снов! Биг Баттер! Включи свет! Мне страшно! Не смотри на меня так! Мне страшно! История вторая. Серое чудовище. Высоты боюсь! Ай, темно, страшно! Вот что тебя так испугало. Вот. Такая маленькая зверюшка и столько шума издавать может. История третья. Прерванный сон.
Вот такой вот храбрец. Батыр кыю булсаң гына, тормышыңа син хуҗа. Күләгәннән куркып йөрсәң, гомрең зая уза. Кырмызы сказки, шам-парам-пам-пам-пам. Мен bu dünyada bek köptәннән яшим инде. Сезгә гаиләмемне биреп калдырыр вакыт җитте. Бу бек мөһим. Бабакай, ә нигә безгә укырга? Без болай да барысын да беләбез бит инде. Әйе, мин үземнән 50 тапкыр авыррак булган йөкне күтәрә алам. Бу гаиләм түгел шул. Бездә дә шундый бер хәл булган иде. Кем әйтмешли, уку нур, укамау хур. Уку нур, нишек матур. Әйе, кызым, белем бертекләп җыела. Һәм һәркем аңа үз өлешен кертә. Әсир 50 тапкыр дисең. Бабакай, синең дә өлешең бармы анда? Мәгән шулайдыр да. Хәтерлим әле, бер вакыт без дустым белән походка чыктык. Кемдер курыккансың дияр. Әмин, сакланганны Алла саклар дейм. Безне өйдән ерак җибәрмиләр әле. Адашуыгыз бар диләр. Кагыйдәләрне белсәк тә, берәр нәрсә булса, ау дип кычкырасың. Белмим. Менә болай да була әле ул. Истә калдырыгыз. Кайтабызның җавабы да кире кайтыр. Бабакай, үстер машында булган тагын берәр вакыйга турында сөйләше. Шундый мавыктыргыч. Тормыштан дисеңме? Алайса тыңлагыз.
Хәзер исә барысы да суга батучы еланга ябыша диләр. Менә үсим генә әле, укыйм һәм булам. Әмма кем булырга икән миңа? Юк, улым. Алай булмый ул. Башкаларны кабатларга түгел, ә үзеңә нидер эшләргә кирәк. Югыйсә бәла каза бер дә ерак йөрми. Менә шуңа күрә кеше җырын җырлама диләр. Ой! Шул кирәк сиңа. Ачуладма. Бер вакыт мин дә шундый хәлгә тараган идем. Кешегә шөкер казыма, үзең төшәрсең дип, ни өчен әйткәннәрен беләм инде хәзер. Аңламассың бу кызларны. Бәлки мин аны үземә каратасым килгәндер. Әйе, кеше күңелен аңлап буламы соң? Тыңлагыз, бер булган хәл турында сөйлим. Кеше күңеле төпсез диңгез дип, халык юкка гына әйтмәгән. Бабакай, мин бөтен нәрсәне белеп бетерсәм, тагын нәрсәгә өйрәнермен соң? Барысын да белеп булмый, кызым. Гыйлемнең чиге юк. Аны кулачлап бетерү мөмкин хәл түгел. Халык юкка гына бер кояш мең йылдыздан яктырак дип әйтми шул. Бабакай, ничек уйлап чыгарып бетердең син буларны? Әйе, бер караганда күп тә сөйләмәдең, барсы да аңлашылды. Аларны мин уйлап тапмадым, балалар. Татар халкының зирәклеген, хикмәтлелеген үзенә туплаган мәкаль һәм әйтемнәр булар. Алар татар халкына хас эш сөючәнлек, өлкәннәргә хөрмәт, иң мөһиме ватанга мәхәббәт турында.
Пам-пам-пам. Жизнь прожить, не поле перейти. Много с тех пор воды утекло. Дедушка, вы прям поговорками разговариваете. Да в поговорках все понятно. Понятно говоришь. А вот был у нас в муравейнике такой случай. И с тех пор у нас так понимают поговорку. Дорога ложка к обеду. Ой, как романтично. Получается, вы для друга так постарались. Да уж, мы с друзьями не разлей вода были. А вот как узнать, друзья вы или нет? Ну, тут по-разному бывает. Был я как-то раз на конкурсе. Вот там все сразу понятно было. Поэтому в народе и говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Ну, нет. Я думаю, что не надо кому-то подражать. Да, надо оставаться собой. Это хорошо. Хотя бывает, что и хитрость очень выручает. Потому в народе и говорят, хитрый гриб и ежа перехитрит. А как отличить хитрость от вранья? Хитрость – это мудрость, а вранье – глупость. Это чувствовать надо, как вот в этой истории. Поэтому и говорят, не та собака кусается, которая лает. Эх, я бы эту собаку одной левой. Это хорошо, что ты такой смелый. Но одному бывает очень сложно. В нашем единстве большая сила, а один в поле не воин. Да, против роя пчел одному не справиться. Да потому что надо работать, а не шляться одному. Работать – это ты правильно говоришь. Ну и отдых тоже нужен.
сделал дело, гуляй смело. Вот так народ говорит. Работа, работа. А вот мне хочется мир посмотреть. Мир посмотреть – это очень хорошо. Можно многому хорошему научиться. Но важно вот что помнить. В гостях хорошо, а дома лучше. Родной дом, семья, родина – это святые для каждого слова. Какие все-таки мудрые народные пословицы и поговорки. Спасибо вам, бабай, за то, что учите нас. Мы обязательно передадим эти знания нашим потомкам. И это правильно. Почему? Потому что родной язык, родная земля и родной дом есть самая твердая основа, за которую надо держать, которую надо защищать. Қоянға ашаған. Яфраклар қылақты, әрікмен қайрықны қатырләті. Балалар, қоянның қайырығы не үшін шондай кішкене болғанын білесіңіз келеме? Әйе, білесіміз келе, сөйле. Бұрын заманда юаш хайванларның, йыртқы жануарларының қайрықлары бүтінләй болмаған. Taustamda bir imen mağşiza kitire Her kümde hayrak gidire Hemmegiz koyarak üzerge aşaksın Hayrakla buğdan befeder taşasın Хайваннар қайрық алырға қарт имен янына юнәлгәннәр. Бары қурқақ қуян ғына үз өйіннән йырақ китәргә қурыққан. Һәм аюдан үзенә дә қайрық алып қайтуны сорарга булган. Исәнме, аю бабай? Син шундый зур һәм көчле. Миңа да құйрық алып кайта алмассың микән? Ярар, куян абзый. Сиңа да бір құйрық үзәрмен.
Аю бабай инде картайган, зихне дә таралган. Онытыр вәгъдәсен, аннан табар хәйләсен. Тагын кемнән дә булса үтенергә кирәк. Бүрегә мөрәҗәгать итәргә була ул. Сәлам сиңа, иң кую бүре абый. Миңа кыйрык алып кайт әле зинһар өчен. Ярар инде, алып кайтармын. Юкка әрәм иттем моңа сүз. Бүре бит ул туймас күз. Базар вәгъдәсен, табар хәйләсен. Тагын берәрсеннән сорарга була куян һәм төлкене очрата. Сәлам, төлке апа. Ай, куркыттың кылый. Исәнме? Булыш түгел көлке, апа кайым төлке. Үзем бара алмадым ахры. Инде кыйрыксыз калдым. Миңа бер кыйрык алып кайтмассыңмы икән? Син бит шундый матур. Матур дисеңме? Яра, кылый, тырышырмын. Барлык хайваннар да имән янына җыелгач, башланган хикмәт. Һәр кайсы үзенә иң матур, яңа, озын койрык өзеп алырга ашыккан. Йомшак кына, мамык кына. Миңа дип алып кайттыңмы? Рәхмәт. Син генә идең минем башымда. Әллә нинди җайсызлыклар чыкты каршыма. Сиңа дигән койрыгым юк. Ә монысы үземә бик килешә. Бурабый, миңа дигән, менә дигән койрык бир абый. Каялы сиңа койрык. Үземә дә кешкә генә берне эләктердем. Күз алдымнан югал кылый. Аю куян белән сөйләшеп тә тормаган. Минем койрык яхшы. Минеке ише дөньяда да юк. Менә минем койрыгым нинди йомшак. Ә минеке, аның каравы ыргакка охшаган. Синең койрыгың койрыкка да ошамаган. Ә синеке, мин сине хәзер тешлим. Шул көннән башлап, мәче белән эт арасындагы бу ызгыш мәңгелеккә китә. Аның каравы, куян кичкенә генә булса да, койрыклы булып кала. Ә керпеләрнең нигә койрыклары юк? Син карт имән янына бармадыңмы әллә? Мин ул вакытта энәләр артыннан нарат янына бардым.
Что такое Сабантуй без игр и соревнований? Даже трудно представить. С самых незапамятных времен на Сабантуе проходят состязания в силе и ловкости. Еще ранее молодые люди демонстрировали свои достижения в военном деле – стрельбе из лука, борьбе, поднятии тяжести. Также в игровую культуру Сабантуя входят игры из бытовой жизни, где в основном принимали участие девушки и дети. Хотя во времена Волжской Булгарии существовала игра, при которой молодой человек должен был догнать девушку, несущуюся на быстром коне. Сейчас без специальной подготовки такая игра может быть опасной, но, думаю, зрелище было невероятно красивым. Сегодня мы хотим вам рассказать о самых интересных играх Сабантуя, в которых и взрослые, и дети принимают активное участие. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Для самых маленьких ребят подарки в воздухе висят. Скорей повязку надевай и лучший приз себе срезай. А еще на Сабантуе всегда звучит детский смех. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyran bit bu, bir eyde jırlar. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. В программе Сабантуя есть игры, требующие ловкость и чутье. Сегодня, когда повсеместно отменены Сабантуи, народный праздник проходит в каждом доме. Все, кто сегодня в деревнях, на даче, играют с родными в любимые игры, потому что Сабантуй в душе каждого из нас. В рамках Сабантуй онлайн мы запустили челлендж «Сабантуй дома». В течение 2 недель мы получали видеоролики с разных уголков мира. И сегодня мы можем их посмотреть. Играйте вместе с нами. Поехали! Этот мир, он такой один. Только лучшее кино, только реальные истории. Это, пожалуй, лучший телеканал в мире. Татарскарт – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин. Приветствуем всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татарскарт по промокоду Сабантуй до 15 июля. Игра «Чулмек Вату», в которой необходимо с завязанными глазами найти горшок и ударом длинной палки разбить его. В этой игре принимает участие в основном молодежь, хотя было замечено, что и взрослые иногда не отстают от молодежи. Давайте посмотрим, как об этой игре рассказывает Татмультфильм. Далее ролики участников челленджа. Татармультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Глаза завязаны платком, и этот конкурс всем знаком. Тут правила совсем просты, разбей горшок и лучше ты. А еще на Сабантуе вы можете услышать нежные звуки урая. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyran bit bu, bir eyde jırlar. Сабантуй! Made in Tatarstan.
другой мешками с сеном, сидя на вращающемся бревне, в котором необходимо выбить противника из седла. Игра с давней традицией, которая требует силы, ловкости и смелости. Обычно доставляет зрителям много смеха и веселья. А рискнули бы вы со своими родственниками сыграть в эту игру? Наши участники рискнули. Скажу сразу, все остались живы. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Соломой мы набьем мешки, они, поверьте, нелегки. Ты сбей соперника с бревна, не сила, ловкость здесь важна. А лучшему батыру на Сабантуе дарят вышитое полотенце. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн-Сабантуя 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт — это #МСК. Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм. Топчик Белен Секирю. Прыжки в мешках. Игра с препятствиями. И первое препятствие – нахождение в мешке. А далее необходимо быстрее соперника добежать до финиша. Игра уходит своими корнями в незапамятные времена. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Вот скачут на перегонки, по полю быстрые мешки. Давай быстрей, давай вперед, ведь там тебя победа ждет. А еще Татарстан славится своими ювелирными изделиями. Hey, harşala Sabantuyni, eyde oyna jırlar. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırlar. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan.
Внимание! Время раскрыть затею самой главной забавы Сабантуя. В ней самые сильные, ловкие и смелые соревнуются в скорости взбирания на столб. А на самой макушке этого высочайшего, гладкого, раскачивающегося столба находится заветный приз. В былые времена это мог быть настоящий петух, кожаные сапоги, платок, расшитый самой красивой девушкой в деревне. Даже сейчас мало кто становится обладателем этого труднодоступного приза. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Среди поляны столб стоит, он у батыров знаменит. Наверх скорее залезай и все подарки забирай. А также на Сабантуе много веселой и очень задорной музыки. Эй, қаршыла Сабантуйны, әйдә ойна жырла. Бик бұрынғы бәйрәм бит бу, бии әйдә жырла. Қаршыла Сабантуйны, қаршыла Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Исамысыз, Кадерледа Слар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. В чумах на берегу моря Лаптевых, в охотничьих домиках Беловежской пущи, в юртах казахстанской степи, на виноградниках Молдовы, на стоянках военно-грузинской дороги и на нефтяных платформах Каспия, в небоскребах московского Сити и даже в президентских дворцах. Каждое воскресенье вместе интересно. Хаумахыгыз. На башкирском языке это означает «здравствуйте». Исенмесес. Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. Ни одно празднование Сабантуя с самого появления этого праздника не проходит без соревнований на полотенцах «Крэш». Определение батыра в национальной борьбе – гвоздь праздника Сабантуй. Борцам требуется много сил, хитрости и ловкости. Состязание проходит по строгим правилам. Соперник должен висеть на твоем кушаке в воздухе, а затем оказаться на лопатках. Судят борьбу самые многоопытные и уважаемые мужчины. Они строго смотрят за борцами, не было ли запрещенных приемов, ведь на Майдане нет места малой несправедливости. Джигиту, ставшему батыром на Сабантуе, честь и слава. Издавна было принято награждать батыра крупным бараном. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Батыры вышли на ковер, и между ними будет спор, кому достанется баран. Борьба не шуточная там. А лучше
Лучший подарок на Сабантуе – тюбетейка. Hey, harşala Sabantuyni, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, әйдә җырла. Harşala Sabantuyni, harşala Sabantuyni. Сабантуй! Made in Tatarstan. Встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. На Сабантуе есть бараны, им гордится Татарстан. Ему простят любой каприз, ведь это самый главный приз. А еще на Сабантуе можно любоваться прекрасным татарским орнаментом. Hey, harşala Sabantuyni, әйдә уйна җырла.